Пока настроимся немножко. Посмотрим, что да как. Пускай подключится хоть один человек сюда. И начнем. А ну-ка. Ну что. Надеюсь, все нормально. Итак, народ, всем привет. Вот, кто-то появился. Пожалуйста, те, кто появились, напишите, слышно или нет. Потому что я установил кое-какие штучки на микрофон, для того, чтобы нам особо ветер не... О, Алекс, привет, хорошо. Алекс, слышно, нет? Потому что я установил на микрофон и на телефоне заглушки против ветра. И не знаю, поможет или нет, потому что у нас сегодня тучно и вполне возможно, что будет немножко этот самый ветрен. Ну, ветрено, и не хочу, чтобы сильно ветер сбивал, как бы эти самые. Я сейчас в парке, но мы сейчас пойдем гулять. Сейчас будем обсуждать интересную тему, после того, как мне написано. Да, слышно хорошо. Ну, спасибо, Алекс. Будем сегодня обсуждать тему уличной торговли по одной простой причине, что я вижу такой факт, что некоторые даже мои знакомые и просто приехавшие люди ошибаются в плане уличной торговли в Буэнос-Айресе. Я в чатиках читаю, что ой, круто, можно везде сесть, поторговать, типа никому ничего не будет, потому что это такими ошибками у меня были эти ошибки. Сейчас будем идти дальше. Привет, да, хорошо слышно. Сергей, привет, Михалыч. Так, значит, переключаемся, уже есть 13 человек, я вам буду меньше себя показывать, больше город. Сейчас пойдем гулять по городу Буэнос-Айресу и обсуждать интересную тему. Я даже решил напечатать кое-какие бумажки здесь, но, наверное, я не буду сидеть читать вам бумажки, это будет скучно, просто расскажу все своими словами. А вы попробуйте поверить, а кто не поверит, тот пускай проверит. Вот, я расскажу, как все называется и где это можно проверить. Пока что я нахожусь в парке в нашем, вот таком. Это вот работники парка с мусорками ходят. Здесь занимаются спортом и танцами всякие другие люди. Сейчас пройдемся по парку чуток, обойдем кружок и начнем. Значит так, народу стало побольше. Подключились. Будем идти и рассказывать о торговле в Буэнос-Айресе. Ребята, когда я сюда приехал, и у меня возникла такая же ошибка, как у многих других. О чем эта ошибка? Я когда приехал, посчитал, что работать надо, хоть у меня и было документы с разрешением на работу, то есть я же сюда приехал не как турист, а приехал на год. Виза у меня была и виза, скажем так, трудовая, то есть имел право работать и все. Но так как языка не знаешь, так как не понимаешь нигде находить эту работу, ни что начинать делать, а денег было мало, мы посмотрели на улицах и посмотрели, в то время было массово стояли столики на улицах, массово стояли эти самые панчерии, как мы их называли. Панчерия, это, ребятки, хот-доги продавали. Вот целые такие тачки, которые по продаже хот-догов. Так, кстати, по-моему, тоже какой-то блогер, приехавший впереди у нас по курсу, мне так кажется, во всяком случае, когда приблизимся, увидим. Вот. И, значит, мы начали думать на тему заработка. Привет, хорошо здесь? Да, точно, я угадал, блогер. Этот самый. Так вот, в чем прикол, значит. Мы начали смотреть на уличную торговлю и посчитали, раз люди стоят, значит и нам надо такое же сделать. Пошли сначала так, попытались объяснить, что нам нужна такая же тачка. Это я так вкратце. Нас, конечно, развели, продали за, если есть иностранец, дурак, который не умеет разговаривать и хочет купить какую-то дурную тачку, нам какую-то рухлядь продали там за $200. Это то, что она стоила там, наверное, $10 или на мусорку надо было выкинуть. Но ничего, мы были довольны. Пошли в супермаркет, накупили сосисок, накупили, как говорят, этих хлебчиков и пошли продавать. Где не станем, подходит полиция, нас выгонит. Где не станем, подходит полиция, нас выгонит. Не буду пересказывать, видео на эту тему у меня есть. Но факт в том, что выгоняли нас раз
4-5 мы пытались доказать, что вот посмотрите, рядом же стоят, они говорят, вы за себя отвечаете. Ну типа так, знаете, вы отвечаете за себя, не за тех, кто там рядом, не тыкайте нам на то, что рядом. А вы стоите, вам нельзя. Все. Мы перемещались с места на место, пока нам не показали, что уже за нами подъехала полицейская машина и уже смотрит на то, чтобы нас арестовать. В конечном итоге мы решили подумать на эту тему. И когда мы вникли в этот вопрос, оказывается, просто так в Буэнос-Айресе торговать нельзя. Значит, хоть и все торгуют, но это все было, как говорят, урегулировано определенными отношениями. Может, даже и не такими прямыми, как сейчас. Если у тебя нету таких знакомств, у тебя нет таких отношений, ты нарушаешь закон. Соответственно, в те годы было очень распространено торговля. Сейчас мы пойдем на более красивые улицы. Торговля, к примеру, наши приезжали, брали вот такую тачку, как мужик впереди сидит. Это сейчас уже редкость. Сейчас мы будем мимо проходить. И продавали кофе. Это было любимое, как говорят, не потому что любимое, это было основное занятие тем, кто не имел работы, идти в контору, которая дает тачки кофе, и возить на них. Некоторые в конечном итоге перешли на свои тачки. Вот мужик сидит, и некоторые так и остались, как сейчас. Вот у мужика тачка, плюшки всякие, круассаны и кофе в вот таких термосах. Он ездит под домами и продает всяким инкаргадам, там, всяким работникам. Ну, в общем, вот видите, не будем останавливаться конкретно, ему тыкать камерой в лицо. Это вот этим и занимались в основном наши приехавшие в то время. Продвинутые смогли договориться и поставить какой-то столик, смогли договориться поставить какую-то точку по продаже хот-догов. Типа я тоже входил в число этих продвинутых, пока, ну, как бы это самое, не надо было уже конкретно заниматься документами, а это все влияет. Ты нарушаешь закон в Буэнос-Айресе, это влияет на выдачу документов и все остальное пришлось бросить. Вот, это преследуется по закону. И теперь я вижу, что многие обращают внимание на продавцов на улице. Как я вот показал, мужика с тачкой, он думает, я тоже возьму тачку, да и пойду себе сяду, да и буду также продавать. Или сейчас мы пойдем, я покажу столики и все в таком духе. И многие пишут, что ну вот смотрите, другие же продают, и я пойду и стану и продам. И это заблуждение, ребята. Начнем с официальных, как говорят, норм, которые в Буэнос-Айресе существуют. Продажа на улице физическим лицам просто так вот взял, пошел, встал, запрещена, преследуется по закону, сначала штрафуется, потом вы можете получить всякие административки и все остальное. Одним словом, вам мало не покажется. Это повлияет на получение документов в будущем. И долго и нудно будете рассказывать, почему вы нарушали закон. Вот. То, что вы видите, это все урегулировано. Во-первых, есть определенные места, где могут стоять определенные самоделкины, как я их называю, или же еще артезания, то есть тот, кто делает своими руками. У них существуют специальные кооперативы, которые зарегистрированы в правительстве Буэнос-Айреса. Им выделены определенные дни и определенные места, не когда он захотел, где захотел, где они могут стоять и продавать. Они с этого платят налоги. Потом, сейчас пройдем вот этих шумных людей, потом дальше. Потом, еще очень называем чтобы амбулантесов. Продажа на улице называется вента амбуланте, вендедор амбулантес. Продажа на улицах, продажа в автобусах, продажа в этом самом, в метро, даже продажа, к примеру, того, что вы ходите по домам, звоните в двери и хотите что-то продать, это все вендедоры амбулантесы. Все это запрещено в Буэнос-Айресе. Вот. Кроме определенных кооперативов, где люди собрались в кооперативах, им выделены определенные места в парках и определенные часы и дни. Потом, второе, для тех, кто хочет продавать продукты. Для этого надо зарегистрироваться на странице
Вот, ремонтная мастерская. Машины ремонтируют. Гырчит. Для этого на странице правительства Буэнос-Айрес зарегистрироваться надо иметь аргентинский документ или хотя бы ДНИ с правом работы, а не турист. После чего там около 10 всяких пунктов надо выполнить, вплоть до того, что санитарные книжки выданные госпиталями там и все остальное, сертификаты выданные комиссиями всякими на ваши продукты, что они не отравлены, что они проверены, что они разрешены к продаже. Только после этого вам выдадут сертификат, что вы имеете право заниматься продажей продуктов в Буэнос-Айресе. Всех, кто будет это нарушать, прежде всего скажу, вы можете, конечно, попробовать. Но когда вас хотя бы один раз где-то засекут и сядут, как вот на помогаторов про беременных, вы получите очень много проблем с вашими документами и продлением в Буэнос-Айресе, вашей жизни в Аргентине. Вот, я тут специально был, напечатал эти бумаги все, но потом решил особо не это самое. Запрещено продавать на улицах. Вы думаете, при столько безработных, тут бы не сидел каждый бомж и не продавал бы вот со столиком вот здесь. Во-вторых, запрещено продавать ближе, чем за 100 метров, даже тем, у кого есть разрешение, они не имеют права продавать ближе, чем за 100 метров от какого-нибудь типа легализированного постоянного магазина. Потому что раньше это были большущие скандалы, когда, к примеру, работники магазина говорят, вот мы продаем одежду. Да? Все идут в этот магазин, потому что знают, что здесь продают одежду. Мы платим налоги, мы платим аренду помещения, мы платим зарплату продавцам. Ни с того ни с сего приходит какой-то чувак, садится тут, раскидывает столики или раскидывает какие-то клеенку на тротуаре напротив нашего магазина и начинает продавать какую-то подделку, одежду в 3 раза дешевле. Потому что он не платит ни аренды, ни того, ни сего. Были судилища на эту тему, было все. Это, как я рассказывал, насчет других вещей, что посмотрите, оно вам откликнется. Так делать нельзя. И все такие, да, что ты там, блин, городишь? Вот мы тут такие, блин, умные. Мы все знаем, мы все сделаем. Сделали, многие поплатятся за эту сделку. Сейчас будет то же самое, если начнете массово пытаться продавать в городе Буэнос-Айрес. То есть вы, конечно, можете попробовать с этими артизанами, которые уже имеют разрешение, взять, заплатить, договориться вместо него, где-то там постоять какой-то день на его точке. Или же вам надо начинать лезть в всякие нелегальные, как говорят, отношения. Здесь это тоже многие и так поступают, но тогда я говорю, поймаетесь, будете плакать насчет продления своих документов. Потому не все так просто, как я начал читать. Некоторые рассказывают, вот в Буэнос-Айресе захотел, стал, продал, типа никому до этого дела нет. До этого дела есть, до этого дела есть. Муниципальным инспекторам, которые находятся в каждом районе, есть специальные инспектора, которые ходят по улицам. Они без формы, без ничего, гражданские, как говорят, инспектора, которые ходят по улицам, и они прекрасно знают, какая точка разрешена муниципалитетом и какая не разрешена. И они вас быстренько прихватят. 1-2 раза. Если они не имеют права как гражданские, они вас и прихватывать не будут. Они вызывают полицию. А вот полиция вас прихватит. Раньше были такие оперативы, которые муниципалитет вызывал целые, как говорят, эскадроны полиции. Раньше вообще было бойня. На вокзалах в особенности. Знаете, сколько было продаж на вокзалах? То вокзал — это жирное место. И вот вызывали, были даже ночные оперативы, где едет несколько, как говорят, грузовиков с полицейскими, с дубинами, с ружьями, которые как для разгона манифестаций. И едет несколько микроавтобусов инспекторов, которые начинают, как говорят, идти по точкам. И все это начинается подниматься, весь товар забираться, протоколы составляться, и все в таком духе. Кто пытался агрессивничать, тот еще был задержан полицией за агрессию. И, ребятки, в общем, это вывели с Буэнос-Айреса. А теперь это организовано. Раньше, да, было очень много. Чуть не на каждом углу каждый пытался кричать: я типа продаю, значит я трабахадор. Трабахадор — это работник.
мне надо на хлеб, на жизнь заработать, у меня кушать нет. Все это вывели и все это организовали. Это не значит, что не существует еще где-то подпольной какой-то продажи. Но она тихонечко, те, кто смог договориться, те, кто знает Вась-Вась в лицо всех, которые там идут, и он уже знает, что это инспектор, что это полицейский, знает, что у него там все как бы налажено. Но если вы не знаете, как это делается, я вам совершенно не рекомендую начинать лезть в это дело. Поверьте мне на слово. Ничего хорошего, кроме неприятностей, вы в этом не заработаете. Как вы думаете? Это вот где мы сейчас идем. Это не жирное для торговли место, чтобы просто прийти, кинуть какой-то столик, поставить и начинать, видите, сколько народу, и начинать продавать какие-нибудь плюшки или продавать какую-нибудь китайщину или еще что-нибудь. А много ли вы видите тут продавцов? А вы не думали, почему? Почему столько людей безработных, не зная, как заработать, а никто вот не выставляется? Или вы думаете, они все такие дурные? Это никто никогда не переживал в Буэнос-Айресе. То есть они такие глупые, а мы такие умные приехали. Нет. Это потому, что они знают, чем это кончится. Так что пойдем, сейчас покажу еще, где кооперативы собираются. Так, если кому надо вот этот шопинг для взрослых, вот он открывается. Просто мимо проходил, мало ли, кому надо для чего-то. Так это самое. Так даже вот эти все продажи на улице, знаете, в метро, вы часто будете видеть в метро, в автобусах, где там ты сидишь в автобусе, а проходит какой-то мальчик, девочка и начинает там рассказывать, ну, ложит вам на руки продукцию и уходит дальше, а потом собирает, типа, а там бумажка, купите там что-то 5 салфеток за один, ну, типа, за 100 песо, там, или еще что-нибудь, типа, я бывший наркоман, который хочу работать, хочу выйти, ну, типа, в будущее светлое, или плюшки продают, все это, вы так не сможете. Во-первых, вас туда же не пустят эти местные продавцы, они все друг друга знают, они знают, чем они занимаются, кто может этим заниматься, кто нет. Во-вторых, они же вызовут полицию и укажут на вас пальцем. Не забывайте, что в Аргентине, и особенно в Буэнос-Айресе, существует куча всяких полиций. То есть имеется в виду, что не то полицейский, которого вы видите, тоже почти наш народ говорящий. Русскоговорящих, скажем так. Так вот, это совершенно не значит, что если вы видите только полицейского в форме, так это ваш самый страшный как бы чувак. Во-первых, я говорил, что полицейские здесь это вообще не страшные чуваки, это наоборот помогают людям, помогают, ну как бы мы называем весинам, то есть тем, кто живет в Буэнос-Айресе, так что вы свободно можете подойти к полицейскому, спросить что-то, узнать что-то. Здесь никто не будет на вас кидаться, требовать документы, заламывать вам руки. Но в то же время в каждой комиссарии существует такое, которое называется бригада. Бригада — это полицейские, которые ходят только со значком в кармане или где-то на шее, на этом самом, на пятачке. Там висит где-то на шнурочке. И ходят они по гражданке. Это люди, которые смотрят за порядком, быстрого реагирования. Вот, как правило, по таким всем шустрякам приходят именно такие люди. По гражданке, со значком, как говорят, где-то там за майкой, вот, и с пистолетом сзади за поясом, за маечкой. Вот они на такое все заточены, они очень прекрасно знают, кто на них участке, где, кому разрешена какая торговля. И нифига вы не сможете стать где-то сами по себе. Вас быстренько увезут, и все будет чики-пуки. В общем, я вас напугал. Надеюсь, правильно. Это для того, чтобы вы потом не плакались и не рассказывали, что это какая-то русофобия, типа, что вот они торгуют, а мы не можем. Это не русофобия, это реальность жизни. Для того, чтобы это делать, надо получить официальное разрешение, платить налоги, и тогда вы сможете, если вам его дадут. Но больше всего, что никто из туристов его не сможет получить. Потому что для этого нужно еще доказать домисилио, доказать, что ты постоянно живешь в Аргентине, что у тебя есть
разрешение на работу. Это обычная работа, как любая другая работа. Вот, ребятки. Также это относится к продажам, которые говорят, ну мы на дом принесем, ну мы в двери позвоним. Это все не то чтобы массово, но все это отслеживается. И все это в конечном итоге пресекается. Эти ребята вот с мешком, они собирают картонку. Вы думаете, они не знают, что можно было тут поставить где-то столик? А раньше лет 8 назад. Здесь столиков стояло один на одном. А лет 15 назад здесь вообще было не пройти по улицам Буэнос-Айреса, чтобы не стояли столики, чтобы не сидели попрошайки. Вот. С костылем на каждом перекрестке. Потом вечером они костыль под мышку, ну и домой пошли. Но посидеть, попрошайничать, все это уже давно истреблено. Сейчас мы дойдем до места Хураменто и Кабильдо, где многие видят всякие столики и начинают думать, что это и они тут сядут и будут также продавать. И вот, видите, вот допустим кофе. Вот кафетеро, он все время перемещается. И вот на таких мелких, допустим, практически не обращает внимания. Потому что, вот видите, вот идет стачка кофе, сейчас мы с ним перейдем на другую сторону. Вот это с чего тут начинали наши мигранты, и в принципе оно и осталось. Еще у некоторых. Хотя прибыли оно, конечно, больше для удовольствия, наверное, чем для прибыли. То надо иметь постоянных клиентов, знать кому ты что. То есть раньше это было, но сейчас это уже не бизнес. Так что, ребята, хотите продлевать свои документы, не лезьте в это дело. Пойдем. Пойдем погуляем. Сегодня у меня есть время погулять. Сегодня тучно, как я рассказывал. Сегодня обещали дождики, но пока было даже более тучно. Теперь чуть-чуть меньше стало. Надеемся, что особо ничего и не будет. Так что пару часиков можем погулять. Насколько у меня батарейки хватит. Сейчас я зайду в парк, сменю очки, а то я тут в темных очках шурую. И для тех, которые почитать. Вот здесь вот часто в субботу-воскресенье, вот в этих местах вы можете увидеть столики, которые продают всякую всячину. В этом парке приезжает кооператив, разгружает этот самый. Они привозят специально, так как они кооператив, они привозят специально такие, как бы, палатки, что ли, можно сказать. Но они не палатки, в общем, накрытие от дождя, столики такие, это кооператив привозит. У них целый профсоюз есть, который вот разрешение у них у всех. Они выставляют ночью, перед пятницу, охраняют эти все столики, а потом приходят продавцы, садятся. Это в каждом парке. Но это определенные дни. Вот в нашем парке, где мы были, там было то же самое. Смотрите, просто так никто из них... Сейчас пройдем. Вот здесь в субботу-воскресенье кипит как бы торговля тех, которые делают своими руками. Но все это не те, которые просто взял, захотел, пришел в субботу-воскресенье, продавал. Вы думаете, эти люди не хотят другие дни продавать? А почему сейчас ни одного нет? Потому что все это урегулировано, а не потому, что, как говорят, это самое. Вот стоит грузовик, вот в том грузовике, вот в том, куда мы пойдем, спрятаны все эти столики. Они будут раскладываться только на субботу-воскресенье, тогда, когда разрешено на этой площади им продавать в определенное время. А так вы можете вот на площади спортом заниматься, йогой, вон всякими дыхательными упражнениями. За это вам никто ничего не скажет. Еще только что проходил, видел в жилетках городских, муниципальных девочек и мальчиков группами по 5 человек. Подходят со списками к дому, начинают в дом звонить и опрашивают по всем звонкам. Сейчас я расскажу. Вот видите, где хранятся торговые точки? Вот у этого кооператива, который торгует здесь в субботу-воскресенье, вот здесь хранятся все их торговые точки. И они будут здесь храниться до субботы и воскресенья, когда им разрешат. Вот.
А так мы гуляем по Буэнос-Айресу, а вы наблюдайте, сколько здесь продавцов. Так вот, звонят в двери, я подошел и слышу, они спрашивают, типа, есть мамы, недавно родившие, типа там, ну, в общем, от 0 до, скажем так, до 2 лет, если мамы в доме такие. Я так на всякий случай, так как был тут шорох с беременными русскими, думаю, спрошу, не про этих ли речь, типа. Ну и начал спрашивать, говорю, подошел к ним. Говорю, слушайте, а не можете сказать, в чем прикол, почему вы обзвоните всех по спискам все дома, квартиры и спрашиваете за мам? Говорю, это не связано как-то там с русскими, которые тут был шорох, что там рожают, то все, выискиваете, где они там живут, не живут. Не, говорит, никакого отношения к этому не имеет. Мы, говорит, выискиваем и составляем списки в каждом доме мам, у которых дети до 2 лет, потому что будут выдавать какую-то там помощь и вообще просто помощь для мам с маленькими детьми. Соответственно, их послали, и городские власти, они ходят в жилетках, тут такие обзванивают всех и спрашивают, у кого есть маленькие дети, чтобы те записались на вот это вот какое-то там, я не знаю, будет ли это материальная, психологическая или какая-то другая помощь, но какая-то помощь будет для мамочек с детьми до 2 лет. То есть, наверное, так как начинается выборный год, то есть в этом году выборы в Аргентине, выборы президента, соответственно, наверное, может к этому подвязано, как говорят, сделать свой лучший как бы имидж поднять перед выборами. Может просто потому, что захотелось им помочь, но факт есть факт. То есть раньше как бы такого не делали, а сегодня я увидел, такие группы ходят и обзванивают, и собирают списки мамочек. Так, постоим, красный свет. Мы идем, кто хочет как бы Буэнос-Айрес узнать. Мы прошли сначала по авениде Кабильдо, сейчас мы идем по авениде Хураменто. Вот. Идем в сторону китайского района, но, наверное, в китайский район сам мы не пойдем, я там гулял уже. Пойдем, там есть такой красивенький парк спокойный, где менее шумно, и я смогу поотвечать на вопросы, которые вы мне пишете там в этот момент. И я туда переключу, чтобы прочитать. Ну и, наверное, вы же там лайков, я думаю, уже понаставляли. Все-таки кому-то это спасет, чуток это самое от неприятностей. Потому что я же говорю, я бы не обратил на это, я бы даже не придумал эту тему, но в последнее время часто начал встречать вот эти вот сказочки о том, что да я пошел там, блин, стал там что-то, да другой может. А самое интересное, что понятно, это все могут ошибаться. Я говорю, я сам таким был и сам с этого начинал. Но вопрос в том, что некоторые пытаются сказать, что нет, это ничего не будет, это все тут типа всем наплевать. Нет, ребята, тут как раз именно эта тема вообще не наплевать. Вот, и будет, и хорошо будет. Смотрите, сколько мы прошли, период какой прошли. О, кто хочет аргентинского бомжика увидеть, хотя у вас, наверное, своих хватает. Вот, и впереди вышивает. Сейчас будет, наверное, рожицы корчить перед съемками. Ну-ка. Не, я не хочу сниматься, наоборот, голову опустил. Так это самое. О чем мы говорили? Я говорю, что начали говорить, что это вот как бы не интересует. А это как раз всех очень. Посмотрите, сколько мы прошли улиц, и вы нигде не увидели, чтобы аргентинцы стояли со своими столиками там, со своими цяцками и всем остальным. Видите? А это не значит, что они не знают этой темы. Так, сейчас, в парке расскажу, там спрашивали насчет пенсионной реформы. Не реформы, а писали мне в Телеграме, в моей группе, которая там есть в Телеграме. Ну, кто еще не знает, найдет на канале, ссылки есть. Чтобы я рассказал немножко о пенсиях, о том, как они облагаются налогом, что там выплачивает, когда выплачивает, какие налоги, может ли пенсионер работать, не может ли пенсионер работать. Мы как раз недавно тут обсуждали эту тему, потому что тут очень-очень много нюансов. То есть тут никакой Леня, никакой Вася просто так от балды вам не расскажет, можно или нет. Каждому пенсионеру тут
работать, какую налоги он будет платить и все остальное. Для этого существуют адвокаты, называются они превисионалиста. То есть адвокат, абогадо превисионалиста. Вот вы ищете ссылочки, тут есть довольно такие четкие адвокаты на эту тему. Именно они связаны с пенсионными вот этими всеми делами. Вы назначаете с ним встречу, платите с ним за консультацию, идете со своим конкретным вопросом, то есть ваш именно, когда вы начали работать, или вы вообще не работали, или во сколько вы пошли на пенсию. И он все вам разложит по полочкам, сколько вы будете платить, куда вы будете платить, то ли вы вообще не будете платить, можете ли вы работать или нет. Вот тут все зависит от этого. Все зависит от того, выработали вы стаж, не выработали, где вы эту пенсию взяли, во сколько вы ушли, то ли вам надо доплачивать, потому что вы не выработали стаж. И там тоже есть от того, смотря как вы ушли на эту пенсию. Раньше, позже, а тут зависит, можете ли вы еще работать как пенсионер, или вы уже не можете, иначе вы лишитесь этой пенсии. В общем, никакой блогер просто так от балды, если будет рассказывать про эту тему, то он вам, честно говоря, будет просто лапшу на уши вешать. Эта тема довольно-таки обширная, серьезная и индивидуальная. Для этого есть аргентинские адвокаты именно по этой теме. Есть даже такие довольно знаменитые здесь, которые книжки на эту тему пишут, и на ютубе каналы ведут. Ну, я так как пока этой темой не интересовался, но мне Света рассказывала, что она их видела там, в смысле в каналах и во всем. То меня это пока еще не затрагивает, тема пенсии. Я сильно не вникал. Но факт в том, что я точно знаю, что просто так от балды в этом не разберешься. Надо рассматривать каждый конкретный случай. Рекомендация такая, только туда. Просто так, если я вам расскажу, это я просто придумаю что-то на лапша или, честно говоря, скажу, да, ну мне так и думалось, мне так показалось. Так, можно вот здесь столики, можно чуток посидеть, на что-нибудь поотвечать. Сейчас наведем. Вон там хотя бы за теми столиками. Там внизу вокзал, электричек, как вам сказать, это типа наших пригородных поездов. Здесь выгуливает собачек. Тетя целуется с ними, с кучей собачек сидит. Так, ну вот, поставим где-то здесь. Так. Вы будете смотреть на вокзал Бельграно. Я сейчас очки сменю. Посидим, что-нибудь пообсуждаем. Так, опять парочка идет, но приехавших рядышком. Ну, они сами не подходят, так и мы им мешать не будем. Так, есть комментарии? Активность есть 13. Так, а сколько? А ну-ка, лайки есть хоть вообще какие-нибудь? А, мне здесь не показывает, наверное, нету. Ну, нет, так и нет. Люди нынче даже снега зимой не выпросишь, не то что лайка какого-нибудь. Так, значит, слышно отлично, стабилизация классная. Так, ну что там экономика? Блин, один и тот же вопрос, самый первый. Как там экономика? Нормальная экономика, как экономика вся, как в Аргентине должно быть. Аргентинская экономика, она специфическая, многим не понять это дело. Пока ничего нового нет. Экономика такая же, как всегда. Так, реально, какой же он красивый, этот Буэнос-Айрес. Ой, спасибочки, что вам понравилось. Привет! Так что, это самый. Привет с Кубани, привет. У меня умер любимый кот, которого больше в жизни не люблю. Не знаю, как с этим справиться. Блин, соболезнуем вам. Счастья вашему коту на том свете. Ну что ж теперь поделать. Придется маленького котенка завести. Так, привет. Помните, я вас в ноябре спрашивал про велопутешествие по Южной Америке. Так вот, я уже проехал Колумбию, Эквадор. Сейчас в Перу еду уже 2 месяца. Планирую в Аргентину. Вау, превосходно. Ребятки, вот, ну, приехавшие пошли. Так. Я им кинул поздороваться, но они не отреагировали. Планирую посетить Аргентину. Ну что, нормально, будете в наших краях, как говорят это. Приносите. Добрый день, спасибо за эфир. Сами горожане часто покупают что-нибудь торговцы на улице? Да, часто. Честно говоря, да, часто. Это не есть чем-то таким, ну, зазорным. Как правило, на улице продают не очень дорогие вещи, такие, что если что не так, то и выкинуть не жалко.
Вот, привет, Руфус. Как дела, какие новости? Ну вот рассказываю, новостей как таковых никаких особо, потому что были карнавалы, были выходные, длинные выходные, как мы их называем, экис, супер экисели, то есть было 4 дня выходных, суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Это было в честь карнавалов, так придумали, чтобы люди больше отдохнули. Это был наплыв на океан, на все такое. Мы в такие дни, как правило, когда-то ездили, теперь не ездим, потому что нигде негде иступить. Теперь люди начали возвращаться в Буэнос-Айрес, то есть среда, это люди возвращаются в Буэнос-Айрес. Ну и начинается потихоньку жизнь. Скоро начнется, какая рабочая жизнь, я имею в виду. Скоро в марте начинаются школы всевозможные и все такое. То есть наша осень наступит официально 21 марта. До этого будет еще лето. Но школа уже начнется типа в начале марта. Ну и работники всякие вернутся. То есть уже на пляжах будет народу поменьше гораздо. Это будет такой, как говорят, золотая пора. Знаете, когда еще тепло, когда еще хорошо, а народ уже свалил. Так что вот в те времена мы любим тоже побыть на каком-нибудь морюшке, как мы его называем, и все такое. Так, через какое время дают разрешение на работу после подачи на политическое убежище? Нет, я, честно говоря, не знаю, я ни на какое убежище здесь не подавал, так что конкретно этот вопрос не знаю. Но я думаю, что по-любому не после подачи на что-нибудь вам дают, а после того, как вы что-то получите, вам дают. То есть не от того, что ты подал, и ты теперь, блин, будешь тут 3 года ждать и будешь тут делать все, что захочешь. Нет, когда вам станете, как говорят, документ аргентинский получите, а уж какой дадут, тогда вы сможете работать, и это точно. Наконец-то поймал вас в прямом эфире, постоянно не удавалось. Многие годы смотрю ваши видео, спасибо. Вопросы много. Скажите, для пожилой женщины, моей мамы, где лучше жить, в Буэнос-Айресе или в Барилоче? Бесспорно в Буэнос-Айресе. Бесспорно в Буэнос-Айресе. Барилоче это красиво, но Барилоче это большой туристический город. Но если женщина пожилая, значит у нее наверняка есть проблемы как бы с транспортом, проблемы с медиками, ну не с медиками, а со здоровьем, скажем так. И 100% в Буэнос-Айресе она найдет больше обслуживания, гораздо больше обслуживания, чем в Барилоче. В Барилоче прекрасно жить тем, кто работает дистанционно, торгует на каких-нибудь биржах, пишет какие-то программы, которому по барабану сколько денег платить, потому что в Барилоче, как и Бар-дель-Плата, в основном заточен, город не сильно большой, в основном заточен для туриста. То есть им там практически очень трудно найти жилье на постоянку. Очень, потому что все они предпочитают сдать в туристический сезон определенное время, ну как бы эти самые... Сегодня как раз только про Барилоче разговаривали. На определенное время туристам и наварить за раз много денег, чем сдать квартиру кому-то по дешевке, и чтобы он ее там, как говорят, жил в ней и загаживал в круглые годы. Так что Барилоче заточено под это. Если вы найдете там жилье на постоянку, ну хорошо, превосходно, наслаждайтесь. Опять же, как сегодня зачитывала мне Света там, как говорят, одну, которая переехала жить в Барилоче, она говорит, да, это так красиво, когда рассказывает, а реально вот там курорт и снег, а реально говорит, да, это вся красота 1-2 недели зимой, а потом слякоть, все это, говорит, льется с гор, снега нет, мороз, слякоть, багнюка, то есть красота, знаете, как бы, поехал турист, попал в хороший сезон, заснял, блин, Барилоче, все думают, да там полгода таких, ага, как раз. А дальше грязь и все остальное. Так что не так уж. А так как это сильно разрекламировано, нет. Вот для пожилой женщины я бы 100% сказал, что Буэнос-Айрес будет гораздо круче. Как-нибудь за вязанием посмотрю послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ну да, посмотри. Я вот, честно говоря, бы не стал смотреть. Я вообще вчера смеялся, честно говоря. Ну, это для тех, кто понимает юмор. Видели этот? Иван Васильевич меняет профессию. Так вот, вчера у меня, я целый день этот фильм вспоминал, там есть хорошая фраза. Царя подменили, блин. Так что вчера ржачка была. Так.
Ну вот правильно, вместо слабительно. Так, спасибо за добрый. Бархатный сезон называется. Вот, бархатный сезон. Вот сейчас наступает бархатный сезон. В принципе, он продлится довольно, ну, все зависит, конечно, от, год на год не приходится, но во многих случаях он может продлиться практически до мая. Этот бархатный сезон бывает, ну, закончится раньше. Но бывают такие годы, когда даже в мае еще можно было на 1 мая заскочить в океан и искупнуться. Недолго. Так, туристам всегда хорошо, если жить по совести, то другое, это правда. Спасибо за ответ про Буэнос-Айрес и Барелочи. Вы знаете про Аргентину все? Не, я все еще не знаю про Аргентину, но живу здесь долго и сталкиваюсь с простыми вещами, и глазами тех, кто тут живет, платит налоги и зарабатывает именно здесь. Так что, да, кое-какие вещи отличаются от приезжих туристов, потому что они приехали тратить то, что уже привезли, а нам приходится здесь крутиться и смотреть, где чего и как можно прихватить. Так что вот. Все нет, но многое чего, да, и прошли. Все-таки как-никак уже будет в марте. Сколько же будет? В марте приехали. Наверное, лет. Ну, 26, то ли 27, не помню, уже сколько будет лет, как мы здесь. Больше всего, что, наверное, уже будет и 27 лет. Это довольно много времени, такой период. 3 месяца. Так что вот. Добрый день, Леонид. Какое программное обеспечение используете для почтового сервера? Так, сейчас расскажу. Раньше я держал, ну это только быстренько расскажу, потому что я думаю, это вообще не всех как бы это. Я держал на Ubuntu почтовые сервера. Вот, Ubuntu сервер. Именно серверный Linux Ubuntu, и вот там у меня были все сервера. Вот. Но и они хорошие, и нормальные, но так они меня замучили, что они все время гудут в квартире, эти сервера, их надо постоянно как бы что-то там чистить и все остальное. Я где-то года 2 назад выбросил их в мусорку, снял в большом, как говорят, этом, в аренду взял определенные мощности на большом центре серверном и пользуюсь там своими серверами, но они у меня больше дома не стоят, соответственно, я даже не смотрю, какой они там используют теперь уже это. Но на Ubuntu вы очень хорошо сделаете почтовый сервер. Так, я вижу на улице автобусы разного цвета. Для красоты или что-нибудь обозначает? Обозначает, как правило, линия автобусов, то есть номер автобусов. Как правило, каждая линия раскрашивает свои автобусы в определенную расцветку. Так, издалека можно увидеть, это 60-й номер, или это 45-й номер, или какой это номер, или это 80-й номер автобуса. Больше ничего не обозначает, кроме как логотип фирмы. Вот и все. Так, одна журналистка его уже назвала царем Херсона. Так, по аналогии, что был людоед такой-то, он называет себя императором Шотландии. Ну, может и так, я не знаю. Я вообще, честно говоря, мало обращаю внимание теперь на вот эту всю хрень, которую там несут с этого телека. Так, я почему спрашиваю про разрешение на работу? В США вроде как 120 дней делают разрешение на работу, чтобы с голоду не умерли, пока ожидают решения суда. Может быть, я еще раз подсказываю, я не подавался именно по этой такой вот статье, соответственно, я, эту процедуру не проходил и толком не знаю, но, наверное, может быть такое, что здесь что-то подобное существует. Вряд ли пока рассматривают и будут долго рассматривать, не будут давать, человеку действительно какой-то работы, хотя бы, чтобы он пошел на наемную работу. Но я точно не знаю, это всего лишь навсего, как собачки гавкают. Это всего лишь навсего мое, мне так кажется, скажем так. Так, но может быть, что наверняка даже тут что-то такое должно присутствовать. Так, что еще, может, я пропустил какой этот вопросик, а то сейчас пойдем дальше гулять, давайте пишите, мы еще погуляем, у меня еще 76% батарейки есть, так что пройдемся, заодно нагоню себе
Надо ж ходить 6000 шагов в день. Ну вот и пойдем погуляем. Так. Ну ладно. Пойдем пока посмотрим, что да как Буэнос-Айрес выглядит. Пока эта собака меня совсем не загавкала. А вы пишите еще. Как погода? Погода сегодня. Ну, в общем, один день было какое-то похолодание. Типа поменялся ветер на южный. И было какое-то похолодание. Но это было, в принципе, 2 дня. Мы даже одевали свитера. После чего начало все возвращаться обратно. Вот. И становится довольно нормально. Так, пойдем гулять. Стабилизация пока говорили, что более-менее. Так что будем идти, показывать вам город. Будете знакомиться с городом Буэнос-Айрес. Вживую, скажем так. Деревья я вам показывал, да, вот наши деревья, смотрите, я так попробую вот так вот, ветки вот заканчиваются здесь, идет все вверх, теперь смотрите, вот это все одно дерево, вон там ствол этого дерева, ну то есть это хижину для дома и кого-то там можно построить на таком дереве и жить на нем. Таких деревьев тут полно. Для тех, кто рассказывал, что тут Буэнос-Айрес это там каменные стены, это не каменные стены, это довольно зеленый город, довольно много парков, парки здесь убираются, люди любят парки, спокойно на них сидят, как говорят, отдыхают на попе, на травке, никто тут, смотрите, за парком все ухожено, все очень классно. Идем дальше. Вот. Идут спортом, занимаются, ходят в шортах, кроссовках, даже пожилые или в возрасте, или вон со своими собачками гуляют. Одним словом, народ, ну, как бы уделяет больше времени себе, своему здоровью, правильному питанию, скажем так, то есть овощи, фрукты, ну, бывает мясо не всем достается, не то, что не всем достается, а подорожало, конечно. Ну, все надеются на то, что может когда-то что-то поменяется. Все-таки выборы скоро у нас. Про выборы кто там не знает случайно, то у нас, я думаю, если ничего не изменится, то в августе будут как бы предварительные выборы. Есть у нас такое, называется предварительные выборы. А потом где-то в октябре, в ноябре всех, кто остался после предварительных выборов, будут выбирать президента уже на окончательных выборах. Я думаю, это будет в конце октября. Но еще официально даты не объявляли, так что не скажу прямо. Но я так думаю, бороться будет, конечно, нынешнее правительство в основном. Потом будет бороться городское наше правительство 100%. Ну и, наверное, еще там есть определенные партии, типа Милей может выскочить на выборы. Такой, как я его лично называю, такой, знаете, типа батько Махно, который рубит все и вся. Ну, не знаю, выберут его, нет, но молодежь, во всяком случае, за него, наверное, много кто проголосует. Заходят в автобусы через передние двери, никто не толпится, люди заходят один за одним, платят и заходят. На задние только выходят с автобусов. Это на всякий случай, если кто думает, что он побежит в открытые задние двери, в Буэнос-Айресе никто не бегает, ни в среднюю, ни в заднюю. Все заходят друг за другом, по очереди становятся. Заметили? Вот, мы нашли первого, который просто так продает. Но я не думаю, он сейчас в любой момент поднимется и убежит. Он продает эти пальты. Пальта это авокадо. И то, я так думаю, в саду у соседа вырваны эти авокадо зеленые. Вряд ли он их когда-нибудь выращивает. То есть вот около вокзала он еще один пирожки печет. Но вот это все, я вам скажу, ну, в общем, он знает, почему стоит, потому что его никто не будет трогать. Но вы так, если станете, вас загребут отсюда в 2 счета с этой точки. И намекнуть на то, что так, что вы скоро не станете, не захотите вы больше стоять там. Так, идем. Даже на вокзале, заметили, да, вы знаете, что вокзалы это бойкое место, практически мы увидели 2 нелегальных продавцов. Больше мы их не увидели. Ой, как пахнет тут всякими видеолунами, магазинчик вкуснятин всяких, смотрите.
Вот. Медиалун и все такое. Знаете, есть такие эмпанады. Эмпанадас аргентинас называют еще, или как их объяснить. Ну, в общем, мы показывали эмпанаду. А вот они эти эмпанады, вот, смотрите. Видите, там с мясом, с курицей, с чем попало, ну там, с хамон и кесом можете там всякие взять, с сыром. Так вот, аргентинцы, когда едут где-то в другие страны жить и хотят какой-то бизнес открыть, они, я не знаю, берут они разрешение, нет, наверное, берут. Просто так вряд ли в Америке там, ну, типа поторгуешь. Но мне вчера прислали фотографию со Штатов, где человек заснял, что у них микроавтобус такой подъехал и прямо на улице открыл свои двери, и написано везде там аргентинские флажки, и написано типа аргентинские эмпанады. И вот он прямо там в автобусе развозит по поселкам и продает в Америке эти аргентинские эмпанады. Так что вот, видите, эмпанады даже свой бизнес аргентинцы вывозят за рубеж. Кто хочет. Еще маленький, это статистика маленькая, да? Мы удивились этой статистике, но это было напечатано в газетах. Сейчас я вам конкретно ее не найду, но ее печатали где-то дня 4 назад, эту статистику. Оказывается, по эмиграции в Аргентину, какие страны больше всего эмигрируют в Аргентину? А ну-ка отгадайте, кто больше всего в прошлом году, какой национальности приехало в Аргентину? И можете еще отгадать, а я через минуты 4 расскажу. А вы просто понаписывайте, для прикола будет интересно. И на каком месте стоит русская эмиграция в Аргентину. Ребятки, ну напишите, я через 3 минуты расскажу, но потом будет интересно в комментариях почитать. Вот какие страны больше всего эмигрируют в Аргентину и на каком месте находится русская эмиграция. Так. Это ж самим потом будет прикольно. Это как маленькая такая загадочка. Да? Чтобы понимать все-таки. Оттуда мы можем понять, какие страны лучшие в мире. Так, люди выбирают овощном что-то. Ну да, тут скидки какие-то понаписывали. Хотя, не такие уже скидки, дурасно. Не скидки, дурасно по 550. Это персики по 550, а в этом самом мы видели в некоторых даже по 1000. Так что да, тогда скидки. Вот в таких жилетках ходили ребята, которые искали беременных. Ну, не беременных, а этих, которые имеют... No, quería saber qué servicio ofrece ustedes. No, porque dice acompañado. ¿Y? Estamos en la línea 130. ¿Es para qué? No, no, me interesa, mira, ustedes tienen colaborador. Sí. Entonces, ¿qué hace colaborador en Buenos Aires? Estamos en el Ministerio de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces de transporte. De transporte, sí. Entonces ayudas a pasajeros, a qué línea tomar y todo si eso. estás perdido, yo te digo, por allá, señor. Muchas gracias. Gracias, chicos. Так, вот вы знаете, видите, я подошел к ребятам поговорить. Вот это вот полиция, это типа гаишники. Видите, написано полиция де транзита. То есть это гаишная полиция. А знаете, вот эти ребята в жилетках, и там написано, что они помощники типа. Я спросил, в чем заключается их помощь конкретно. Ну вот они стоят, написано, помощники. Так, а то полиция де транзита пошла, то полиция, которая, ну, гаишная. То есть я объясняю, что есть разная полиция. Есть именно гаишник, есть полицейский, который смотрит за порядком, чтобы не воровали. А есть вот такие, типа написано помогатор на нашем, только по-аргентински. Я спросил, в чем заключается их функция здесь. Они говорят, что мы от Ministerio de Transporte. Canal de YouTube. Sí, este canal de YouTube, pero estoy transmitiendo en vivo Okay. por ruso. Oh. Sí, solo explicando sobre Buenos Aires. Por eso estoy también explicando qué significa chicos que tiene, por ejemplo, colaboradora, que es chicos para ayudar a esto. ¿Qué significa привет? Привет? Ну, hola. Hola, привет. 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 Suerte. Чао. Так, пойдемте.
Значит, они спросили, ну куда типа идет трансфер. Они, значит, от Министерства транспорта здесь стоят для того, чтобы помогать людям, чтобы правильно они могли, товар коллективов, как бы сказать, ну, в общем, на автобусы. И там, вот видите, автобусные остановки. И вот если люди запутались, и в них могут спросить, мне надо там микроцентр, какой номер автобуса взять, они ему помогают. То есть это помогаторы от Министерства транспорта Буэнос-Айреса, которые помогают пассажирам определить правильный маршрут, на что сесть, куда доехать и как проехать. Поняли, да? То есть это помогаторы именно для этого. У них официальная табличка, жилетик, что написано, мы помогаем, типа. Это для того, чтобы вы понимали, к чему, если вы видите таких людей, что у них можно вот там спросить, к примеру. Если они около остановки стоят, то они помогают, какой вам взять транспорт. Так, я ушел, я понимаю, что вам хочется смотреть на крутые улицы, на крутые автобусы, но я ушел с этого, почему? По одной простой причине, что там очень шумно. И я предпочитаю ходить вот по таким, видите, заброшенным как бы райончикам, по одной простой причине, что все же не только в центре живут, не только там, где автобусы и высотные дома. Вот такой спальный райончик, вполне приличный спальный райончик. Здесь много частных домиков, есть многоэтажки. Вот. И мы пройдемся какими-нибудь такими районами. Таким образом, меня не заглушает звук, я смогу его как бы вам показать и смогу о чем-то поговорить. Иначе... Вот. Так, что это у нас? Школа, наверное, больше. Институт какой-то. Института Сан-Роман Хардин Примария. Нет, значит школа. То есть и школа, которая, они так называют институтом, потому что тут в нем находится примария, то есть начальная школа. Вот видите, автобусы Escolares, это Баску, или как они там в Америке называются, это наши школьные автобусы. То есть тут находится, называете не институт, это не значит, что тут высшее образование дадут, но тут начинается от детского садика и до примария и секундария, начальная школа и средняя школа. То есть все на этажах разделано. Так, а вот тут еще и гимназия их, видите, Падре Роман. То есть еще и гимназия здоровенная. То есть вот это мы все идем, это такой, скажем так, учебный здоровенный комплекс, начиная от детского садика. Прикольно, да? Так, велики продают. Вон, напротив магазин всевозможных великов. Ну, я думаю, великов вы и дома можете увидеть велик. Фу, пройду уже до парка сейчас. До того, где мы любим погулять. Заодно намотаю километраж. Намотаю километраж, пока батарейка сядет. Так, сейчас я переодену очки. И мы с вами почитаем, что мне там еще написали. Если ничего не написали, или вы пишите, где лучше погулять. Ресторанчики в таких районах. Вот красненький. Это такой вот ресторан. Уже народ среди них сидит, вижу. Снаружи стульчики к обеду готовятся. Так, что пишет народ? Ну-ка, переключим сюда. Так, где у нас? Так. Так. Как погода. Вы сами видите, как погода. Вот сейчас солнце сходит. С утра было затучено, даже покапывало дождик. Видел карнавалы в Бразилии. Так красиво, прямо дух захватывает. Вы ездили в Бразилию на карнавалы когда-либо? Нет, мы не ездили в Бразилию на карнавалы. И нам это не интересно. Тут тоже существуют карнавалы, и тоже хорошие, и тоже красивые, и тоже дух захватывает. И кто хочет, может в них поехать, но это не значит, что вам за бесплатно, просто горожане будут скакать по городу Буэнос-Айрес. То, что в городе Буэнос-Айрес в районах происходит, это называется мурга. Это не карнавалы, это так, детские скачки. Вот. Карнавалы такие происходят в таких городах наподобие Валивайчу. Вы можете купить билеты, поехать туда, в Валивайчу, и видеть настоящие аргентинские карнавалы. Может, в Федерасьон вы можете поехать. Вот в такие города, там и специально происходят карнавалы. А все вот это, что по Буэнос-Айресу, это, конечно, не карнавалы.
Да, я, честно говоря, хоть и не был, но думаю, что в Бразилии то же самое происходит. Есть определенные места, где проводятся официальные карнавалы для туристов, где все так красиво, аж дух захватывает. И есть обычные города, где нет никаких карнавалов, где это все надоедает соседям, я имею в виду живущим людям. У нас раньше было в нашем районе вот эти мурги, они проходили каждую субботу-воскресенье, и было разрешено проводить их. Вот было на Хураменто и Кабильдо, где мы проходили раньше, и Конгрессо и Кабильдо, и Конгрессо, две авениды, перекресток. После чего, после мусора, шума, люди не могут заснуть, это шум, это скачки, это мусор, эти крики, блин, это говнище, которое оставляют после себя все эти карнавальщики. Люди начали сами жаловаться в муниципалитет, чтобы их запретили. Так что не думайте, что здесь это. Людям так хочется этих карнавалов и все остальное. У нас начали через адвокатов писать жалобы, подавать в суд, чтобы запретили, потому что есть пожилые люди. Собаки нервничают, потому что там стрелячки, там вечно крики, там бомбоны, ну то есть эти барабаны, они стучат и прыгают. Есть больные, они в жилых районах, их запрещают, потому их дальше и дальше выносят все эти карнавалы, потому что по-нормальному они здесь особо и не нужны. Так что не думайте, что прямо тут аргентинцы сидят и с утра до вечера. Это такое же заблуждение, как и то, что, к примеру, аргентинцы там с утра до вечера здесь ходят, танго танцуют. Танго есть в определенных местах для туристов и все. А так, мы вон сколько ходим, видели тут где-нибудь, где специально туристов разводят на то, что дай копеечку, посмотришь, как мы танцуем. Больше нигде. То есть в микроцентре могут потанцевать, на Риколете могут потанцевать, где там вот это Лабока могут потанцевать вам танго. Ну, в каких-нибудь клубах танго могут потанцевать, или там, где кабачки, где танго танцуют. Все. На улицах люди работают, отдыхают, живут. Им не надо здесь ни карнавалы, ни танго, ничего. А для таких вещей созданы специальные городки, которые на этом хорошо именно, ну вот живут с этого, зарабатывают с этого. Они готовятся там целый год, шьют свои костюмы, тратят кучу денег, и они потом хотят эти деньги возвернуть, отбить это все затраты, а не просто так на халяву, чтобы туристы поснимали, пофотографировали. Тут тратится целый год, тратится на костюмы, на то, на все, ходить вам с перьями в одном месте, чтобы туристу удовольствие доставить. Потому и нет никаких таких диких карнавалов в Буэнос-Айресе, это нормально. Я бы, честно говоря, не хотел бы, чтобы под моим домом каждую субботу, воскресенье громыхали эти барабаны, плевали эти все, обсыпали все этой пеной и раскидывали бумагу и срач этот, и потом выходишь, а все засран весь твой район. Так что, не знаю, не всем так карнавалы эти нужны, как казалось бы. Такс. Можно ли жить в автодоме постоянно? Можно, если найдете, где его пристроить. Вам в автодом нужна канализация, вам в автодом нужно электричество. Вы где собираетесь его брать? Если вы будете жить в каком-то кемпинге, то вам оплата за этот автодом в кемпинге, если вы будете стоять, придется дороже, чем оплата за квартиру. А так, а почему бы и нет? Езжайте в кемпинг, на море, вон, допустим, где мы показывали, где мы жили в этот раз в кемпинге. Едете в Мар-де-Ляхо, заезжаете в кемпинг, подключаетесь к электричеству, платите там по 1000 по 10 в день. Ну вот, живете в автодоме. Хотя за такую же цену можно домик снять. Думаете, что вы можете приехать к какому-то магазину, вот так вот поставить автодом. Магазин ни с того ни с сего даст вам электропитание, которое вы будете на халяву у него брать. Потом даст вам туалет, который вы будете постоянно бегать, купаться, стираться. Вам надо найти, где поставить. А поставить в основном это можно в каких-то кемпингах. Так я знал одного человека, но он давно уже так не делает. Но раньше, когда, кстати, в тему продажи на улицах, когда-то, в общем, была такая продажа вокруг, когда-то было Корео Централь, центральная почта. Сейчас там, по-моему, музей Кишнера сделали из центральной почты. И вот вокруг этой почты раньше была организована очень сильно торговля, уличная торговля, нелегальная, скажем честно. Вот. И там был один мужик,
который держал очень много точек в этом месте. У него был тот самый, он продавал хот-доги, у него было этих тачек очень много, и еще на других вокзалах были эти тачки, соответственно. Он жил в автобусе, он купил себе автобус такой рейсовый, только списанный, поставил его там при своих тачках, и он там постоянно жил в этом автобусе. В этом же автобусе был склад товаров, то есть куда привозили поставщики сосиски, хлеб, майонезы, воду. И он там жил на этом складе и вел свой бизнес. То есть, да, вот да, бывали такие люди. Сейчас там его уже не существует, ни его автобуса, ни этого бизнеса. Все стало культурненько. А некоторых, то есть 10-ю часть из тех, кто там этим занимался, выгнали на набережную. И им официально несколько мозгов, которые не можно. Так. Сначала наверное, так, который, возможно, пойдем в место. Днем не пойдем вокруг. Возвращаемся снова к жизни, к дороге. Пойдем смотреть не только на эти улочки, пойдем на что-то более, где антенн больше. Тут же антенны в каждой своей вот фирме, то есть Персональ, там, Movistar, Claro, тут много всяких фирм есть, которые мобильные телефоны держат. И вот в этих фирмах есть антенны, и в кое-каких местах антенн больше, в каких-то меньше. И, соответственно, оттуда и сигнал бывает лучше, хуже. В одном месте хорошо Claro берет, или Movistar, а в другом месте хорошо Персональ берет. И наоборот. Так что, так. Что еще пишут? Сейчас. А так как я не хочу, чтобы трансляция прервалась из-за плохого сигнала. Так, как красиво у вас, прямо охота с вами там походить. Ну да, походить, похудеть, потому что я еще хожу, как говорят, пешком за здоровьем. Ну а что, я сейчас похожу туда-сюда, смотришь, накатаю 7-10 тысяч шагов в день. Это для меня как раз полезно. Надо при молодой жене фигурку придерживаться. Так что надо сбрасывать. Тем более, когда я сейчас сбрасывать, если не летом. Ага, если уже, правда, надо было раньше к лету, а не после, а не в конце лета сбрасывать свой вес. Ну ладно, мы такие. Лучше поздно, чем никогда. Так что все. Вот как вам такой домик иметь. Смотрите, хороший домик. Живи себе тихо, спокойненько. Машину напротив поставили, у себя дома. Чуть не пожить. Пальмочки. И это все Буэнос-Айрес. То есть отошли сколько там? 300-400 метров, да хоть 200 метров от Авениды. И все вот такое вот. Живут себе люди, да и живут. Так. Вопросики, а ну-ка. Так, правдодром. Так, происшествия с розницами уже разрешились. Не собирается ужесточать миграционное законодательство. Смотрите, ничего не разрешилось, честно говоря, потому что идет следствие. Следствие у нас идет, как правило, не так, что сегодня на завтра, раз прошла неделя, все разрешилось. Нет. Там будут долго и нудно опрашивать, собирать свидетельства, собирать то, собирать все. Потом, когда соберут, будет суд. Что вынесет суд, оттуда будет видно. Это может длиться очень долго. Пока что будут выяснять, кто помогал, за какие деньги, правильно, неправильно. Там скрываются всякие вещи о том, что
какие-то липовые справки были, еще что-то. Я, конечно, скажу честно, не лезу особо в это. Не то, что особо, вообще никак. Не интересует меня эта тема. Я не лезу туда смотреть, что там происходит. Тем более я в этом никогда не участвовал, да и не интересно мне. Так что, но то, что это происходить будет еще долго, это да. А потом будет уже оттуда и какое-то решение. Вот, я уже рассказывал, судья там очень серьезная, которая ведет это все дело. Это та судья, которая не занимается вообще чепухней. То есть она не занимается мелкими делами, она занимается только крупными. И, как правило, слава у нее еще там. Так, бутылочки сделаны по-аргентински. В аргентинский флаг выкрашены, видите? Человек себе повесил. Самоделки такие. Хотя тут что? Тут детский садик, что ли? Да, тут детский садик. Эскуэла инфантиль. Это детский садик. Наверное, это детки поделали из садика. Такие бутылочки себе перед своим детским садиком повесили. Патриотические такие бутылочки. Так что нет, ничего, конечно, не закончилось. Ну и решений никаких нету, чтобы там прошла неделя-две, и уже все сказали, что там будет. Не знаем. Скажут. Расскажут по телеку или напишут в газетах, почитаем. Так. Почему Аргентина не сблизится с экономически успешными странами, чтобы посмотреть, как они делают, от чего экономика в хорошем состоянии. Может тоже делать, что в Канаде, например. А я объясню даже, почему не сблизиться. Все зависит от правительства. Сейчас у нас то правительство, которое постаралось сблизиться с товарищем Путиным. Вот оно до того и довело. Вот. А как только там посмотреть на Америку, еще на что-то, они сразу, что типа это капиталисты, а вот мы все такие народные, блин, мы все такие за, как говорят, за народ. Ну вот и это. Посмотрим, что будет после выборов. Как правило, если вдруг выберут других, то и курс будет другой. Может, тогда она и будет смотреть на Европу, на Канаду, на еще что-нибудь. А пока маем, что маем, як говорят. Вот. Вы меня там поставили из-под байки. Это я такой прикол услышал недавно. И мне запомнилось это слово. На украинском слушал какие-то новости, и там было, девушка говорила: поставьте мне сподобайки. Я сначала не врубался, что это такое, потому что так как я давно в Украине не нахожусь, я все эти современные слова, ну как бы не знаю. Потом понял, что это типа лайки, сподобайки. Так и мне запомнилось, и для прикола я теперь тоже говорю: вы мне там сподобайки поставили. Так что будем, посмотрим, что будет. Пока что на данный момент то, что есть. Так, вот потому и Аргентина. Я думаю, что если бы экономика Аргентины наладилась, так вам бы очередь мигрантов была на 10 лет вперед. Вот, учитывая вашу открытость. Так она у нас и так уже такая. Слушайте, я ж забыл, мы ж конкурс оставляли. Правда, никто ничего не ответил, я из-за этого и не подумал рассказать вам, откуда же мигранты в Аргентину едут. Я ж там говорил, что кто напишет, а никто так и не написал. А ну или все-таки написали. Так, мне кажется в том, что Аргентину нет очереди из иммигрантов большой плюс. Мне тоже так кажется. О, русские, китайцы, а вот дошел, русские, китайцы. Так, русские не угадали, так, китайцы не угадали. Россия, Венесуэла, Сирия, Афганистан не угадали, ни одну. Так, рассказываю, народ. Официальная статистика по иммигрантам. Больше всего едет американцев. Штаты занимают первое место по иммиграции в Аргентину. Второе место занимают китайцы. Третье место занимает Мексика. Четвертое место занимают русские. Дальше я все не запоминал. Мне было удивительно, я никогда бы не ожидал, что будет именно так. У меня глаза полезли, а там есть графики, количество и все такое. Сколько, кого, чего. Так что русские, вам еще гнать и гнать, чтобы до нас столько ехать, сколько едут американцы, китайцы и мексиканцы. Чули? Вот, так что если вы думали, что сюда едут какие-то задрипанные страны, то вы ошибаетесь. Вот, задрипанные страны сюда там где-то в остатке дальнем. Первое место американцы по иммиграции в Аргентину. Повторяю, китайцы, мексиканцы, и только тогда становятся русские. Ну и дальше
другие я не запомнил. Так что вот, все пока не угадали. Может, конечно, сейчас найдем там ниже по комментариям кто-нибудь что-то угадал. Так, мы доходим снова до Либертадора, пойдем по Либертадору. Там, может, вы чего увидите. А то у меня сигнал пропадал. Я бы хотел вообще вокруг парка, вокруг озера походить. Но парки, потом скажут, город хотим посмотреть, а не парки. Так, значит, тут мы пропустили. Мексика, вот, видите, Мексику кое-кто угадал. Вот. Вторая. Венесуэла, Россия, Украина, мне кажется, нет. Неправильно. О, на премьеру попал. Нет, это не премьера, это стрим. Это идет вживую. Если была премьера, я бы это не читал бы. Так что привет, актерская кухня. Это у нас стрим. Добрый день из Бельгии. На какой счет можно пообедать одной персоной, смотря что вы любите покушать. Одни тут написали, что они втроем, то есть как бы, да, втроем покушали в Барилоче. Вчера читали. И вот они возмущались. Они заказали кордеро на двоих и еще какие-то плюшки. И что-то попить. Кордеро это этот баран. Ну, баранчик это наш кордеро. Одним словом, барашку заказали на двоих, попить и еще какая-то там плюшечка. Знаете, сколько им обошлось? Это в ресторанчике в Барилоче 17 тысяч песо. Они были возмущены, все им говорят правильно, потому что надо сначала смотреть на счет, то есть не на счет, а на этот самый, на меню, и смотреть на цены, а потом заказывать. Так что, ребятки, это дело такое. Так. Стан лет на 50 опоздали. Я спонсирую маму в России, 2 детей. Мне есть кого спонсировать. Извиняюсь некомпетентными вопросами. Понятно. А разве это не здорово, что вся Южная Америка говорит на похожем языке и лучше понимает друг друга? Конечно, здорово. Честно говоря, мне это кажется даже довольно хорошо, что здесь приезжают, к примеру, не знаю, и мексиканцы, и приезжают тебе тут перуанцы, боливианцы, и их всех можно понять, парагвайца можно понять, хотя у них там свое воронье, но они все равно это знают и объясниться смогут. Можно понять и, не знаю, Венесуэлы людей. И испаньолы, когда сюда приезжают, испанцы, тут есть свое произношение, немножко свои фокусы как бы, но это незначительные фокусы. То есть человек человека здесь поймет. Это даже очень прикольно. Так, будем идти по Либертадору. Вы, я думаю, будете смотреть вот так где-то приблизительно вот на дорогу. Я периодически останавливаюсь, бо я хочу почитать ваши комментарии, ну, в смысле, что меня народ спрашивает. Нужен-то американцы эмигрируют. Неужто американцы эмигрируют в Аргентину? Конечно, блин. Конечно, эмигрируют в Аргентину. У меня были клиенты американцы, которым я обслуживал компьютера, которые очень давно живут здесь, получают деньги там, работают, они программисты. Работают на программе, пишут там, мне просят ставить на их компьютера все на английском языке, но они живут здесь, также много европейцев здесь. А что же вы думали? Вы думали, что только эту лапшу слушать, которую вам рассказывают по телеку? Что это какая-то задрипанная страна, там, блин, и все такое, Южная Америка. Да это страна похлеще всех ваших развитых. Так что... Тем более в этой нынешней политической ситуации, по-моему, чем дальше, тем лучше. Так, нормальные вопросы. Леонид, вы супер, респектно. Спасибо, Андрес. Спасибо. Странно, что португальская колония осталась монолитной. Бразилия, испанская колония развалилась на множество разных стран. Потом еще и войны были за передел границ. Слушайте, вы со своими войнами, вы лучше скажите, у вас карта России есть, а в киоске отвечает, за какое число. Так что передел границ, на своими сначала определитесь границами. Так будем знать.
А тут все нормально как раз. Ничего странного в этом нет. Здесь вы на улице людей видите, я думаю, у меня качество хорошее. Вам не кажется, что тут более европейские лица, более европейские люди, чем во многих ваших европейских странах, как вы это называете? И ходят все они вон, свободно, отдыхающие, наслаждаясь жизнью. Так, тут мы на этом перекрестке были, почитаем, пойдем дальше. Так. Хорошо, что думаю создать зону Меркосур. Неплохо, я тоже так считаю. Меркосур, конечно, это не сказать, что она прямо там уж такая дружная, это Меркосур, как, скажем, там Евросоюз или еще что-нибудь, но хотя бы какое-то подобие пытается из него создать. Я думаю, при большом желании смогут даже что-то такое создать. Ну, а простым аргентинцам это вообще прикольно для того, чтобы можно жить, ездить, жить, работать в зоне Меркосур. То есть, в принципе, аргентинец может поехать, жить и работать там, не знаю, в этом самом Бразилии, к примеру. Если я ездил несколько раз в Уругвай, я для этого не брал никакого паспорта, ничего, просто с обычным вот своим ДНИ пластиковым переезжал на таможне, показал свой пластиковый ДНИ, да и пошел дальше. То есть меня вообще никто, ну как бы, не кошмарит. Сколько знаю народ, который переезжал, там туристы ездят, там Барилочи, назад хотят вернуться через Чили, посмотреть Чили, потом вернуться там через другую страну. Тоже никаких проблем, просто по внутреннему пластиковой карточке переехал и все чисто как полицейский контроль. То есть, конечно, это прикольно. Жить спокойно, дружно, это вполне прикольно. Так. Да, даже рядом страны Чили и Уругвай экономика их лучше в 2 раза примерно. Ну, кому лучше, кому нет. Я знаю многих, которые предпочли бы жить в Аргентине, а не в Уругвае и в Чили. По одной простой причине, что да, в чем-то там лучше, пахать надо больше, цены гораздо выше и отношения совсем другие. Так что смотря, что вы ищете за экономику. Вот. Хотя я бы порекомендовал, конечно, всем поехать в Чили и Уругвай и оставить Аргентину в покое. Тут бы было еще спокойней. Так. Да, уж Америка самая свободная страна. Запрещен уличный скейтбординг. И если детей, оставших от них, тюремный срок. США лидер по количеству заключенных на душу населения. При этом ленд-лиз и оружие. Ну, я не знаю. Я в США никогда не жил, не знаю, ничего сказать не могу. Если вы считаете так, пусть вам другие, кто там был и знает, ответят. А я лично вообще там никогда не был. Так что спорить не буду о том, чем не знаю. А почему тогда молодые аргентинцы уезжают на заработки в Америку? А откуда вы взяли эту баечку, что все молодые аргентинцы, вам что, мы идем молодежи, вы здесь не видите? Вы видите здесь одних старичков на улицах, а все поуезжали в Америку на заработки. А я вот, к примеру, видел видео молодого аргентинца, который имеет постоянку, ну или уже, по-моему, да, по-моему, постоянку или гражданство в Америке. И он сказал, я буду вести бизнес там, но я обязательно все свои бабки и все вложения сделаю в Аргентину и вернусь в Аргентину. Для бизнеса Америка хорошо, а для жизни и для вложения на будущее Аргентина в 100 раз лучше. Вот. И он возвращается обратно, вот, и будет жить здесь. Он сказал, ребята, говорит, вы посмотрите внимательно на мировую экономику и на то, что если пузырь надулся и лопается, то надо, когда надувается, надо продавать. А когда что-то дешево, то надо срочно покупать. Потому все инвестиции пойдут в Аргентину, потому что и по всем признакам Аргентина скоро будет лучшей страной мира. Когда-то она ею была, может и будет. А всем, конечно, которые там патриоты, кричат, что нет, у нас лучше дома, чем у всех, у нас тут, конечно, своя курица, свое яйцо, ну да, конечно. Так оно и есть. Все остальные, вот просто смотрите, так плохо живут, а у вас там все так крутенько, так что нет, ребятки. Как раз у нас тут крутенько. Здравствуйте, актерская курсия Мексика, угадали, США свободно можно только свой
пол сменить. Давайте любить ремонт, требуем лицензионного профессионала. Ой, не знаю. Не был, не знаю. Про США ничего сказать не могу, потому что там не жил. Вижу, любят аргентинцы на стелах порисовать. Молодежь балует. Нет, всегда так было. Не обязательно молодежь балуется, просто они любят порисовать, да. И есть даже, кстати, довольно хорошие картины, которые люди смотрят. А есть, конечно, какой-то придурок может что-то расписать, но этого мало. Но в основном я тоже, когда только приехал, я удивлялся, сколько тут всяких рисунков, так сказать, на заборах, на стенах, на домах. Потом привыкли, это обычные, ничего супер-пупер такого нету, чтобы сказать, что там что-то плохо от этого. Кому от этого плохо, скажите, что даже если красиво что-то на стенке нарисовано. Так, идем дальше. Кафешка. С этой кафешки я вам уже показывал, как это самое. Мы тут уже стрим вели с этой кафешки, я тут пару раз сидел, когда свету ждал. Так, сейчас пройду, тут стройка, смотрите, какие стройки. И молотки стучат. Буэнос-Айрес вечно строится. Банки, стройки. Потому я вот когда стримлю, стараюсь ходить не по таким шумным улицам, потому что чтобы было хорошо слышно. Но я прекрасно понимаю, что с той стороны хотят же увидеть немножко и Буэнос-Айрес, а не только какие-то парки и все такое. Так что вот наслаждайтесь. Наверное, сейчас найду какой-то этот кабачок, сяду где-то в кофеек и посидим. Но пока наслаждайтесь тем, что идем. Надеюсь, картинка хорошая. Сейчас тут перестала показывать, что плохой сигнал. Полицейская машина где-то шуршит. Или скорая. Сейчас посмотрим. Скорая. Знаете, да, у нас принято скорые пропускать на мотиках, ну, не на мотиках, а на мопедах, смотрите. Остановки автобусов. Сейчас пройдемся по остановке автобусов. Когда заходите на пешеходный переход, смотрите, написано «Мира» и показано куда. То есть смотри, и стрелка указана, в какую сторону смотреть. Это для совсем тупеньких, если они ходят и не смотрят, так хотя бы под ноги когда видят, так они могут это самое. Видите, за цвета автобусов рассказываю. Вот 130-е автобусы выглядят вот такой расцветку. Когда вы издалека видите эту расцветку, вы уже понимаете, что это 130-й автобус. Другие будут по-другому. Вот снова идет 130-й, он выглядит так же само. Это для великов. Это дорожка для великов в эту сторону, потому и смотреть надо в ту. А с другой стороны есть для великов в другую сторону. Вот тут тоже написано «Смотри», вон «Мира». И туда, бо велики едут с этой стороны. Вон велики. Ух ты! Привет из Бузулука, Оренбургской области. У нас февральская метель. Ух ты! А у нас жарище. Сейчас уже, честно говоря, мне жарко стало. Так. США 41 миллион человек говорит по-испански. Если у человека пенсия 1400 в месяц, то он вполне может уехать на пенсию, жить в другую страну. Все правильно. Так, Леонид 23 февраля. Я бы вас тоже поздравил, но, честно говоря, я решил в этом году такие праздники больше не отмечать. Ничего хорошего в этих праздниках. Ну, как мужской праздник, может, да, остался. Но, скажем честно, нынешние защитники той родины пересрали все эти праздники, так что нет теперь 23 февраля, во всяком случае у меня. Есть просто мужской праздник, есть же у женщин 8-е есть. Ну и у меня какой-то мужской праздник существует. Но впечатление от этого праздника стало отвратительное, так что извините, ребята, поздравлять вас сегодня не буду. Так.
А еще в самой свободной стране, да вы прямо, блин, противник Америки. Я смотрю, наверное, патриот. Так, мне с этим кризисом беженцев войны Аргентина, страна Латинской Америки, супер, согласна, спасибо. Так, дядя Леня, салют. И двоечник, спасибо за донатик в прошлый раз. Все дошло, я был ошибся, думал, что нет, а оказывается, у меня в прошлый раз ссылка была на донат, но с другого канала, с испанского там стояла по ошибке. Не потому, что по ошибке, а когда программа, в которой... Оля! Чао! Так, подписчики, блин, увидели меня на тротуаре, орут. Сказала, что Аргентина чемпионы. Так что молодцы. Привет всем с Буэнос-Айреса. Видите, какие люди дружественные. А им видели, что я стримлю, блин, орут во всю глотку, что Аргентина всех приветствует. Привет из Буэнос-Айреса. Не бегут телефоны красят, а приветствуют вас. Научитесь быть как аргентинцы, и у вас все станет хорошо. Будьте спокойными, нормальными людьми. У вас все станет нормально с башкой. Вот. Так что, ребятки, пока что да, пока что так. Я двоечнику отвечал, меня перебили. Так что спасибо за донатик. Это когда я стримлю на один канал, потом стримлю на другой, эти ссылки не поменял. Так что весь твой донатик дошел прошлый. Я его получил. Так что двоечник, ты уже не двоечник, ты уже пятерочник. Здесь мы ходили, но мы можем, ну да, но все равно, пошли по Конгрессу, пошли по какому-нибудь месту, где мы не ходили. В прошлый раз здесь ходили. Туда, в сторону Ривера мы ходили? Нет, наверное, со стримом мы не ходили в сторону стадиона Ривер. Пошлите к футбольному стадиону Ривер, посмотрим, как около стадиона живут люди, чем они, как говорят, какие у них домики. Вот туда, на стадион, на Ривер. Пойдем туда. Так, к нам приезжают в отель много аргентинцев, очень душевно, культурный, европейский, чистоплотный народ. Очень понравится их менталитет, не злопамятный, справедливый, не расистый. Вот. Спасибо за добрые слова, Анна. Так, афроамериканцы в Аргентине нет, а почему это из-за расизма? Нет, никакого расизма здесь пока что не существует, пока его сюда кто-то не завезет, нет тут никакого расизма. Афроамериканцы здесь есть, просто в определенных районах их больше, в определенных меньше. Если вы пойдете в район Онсе, к примеру, вы там их столько увидите, что вы будете спрашивать, где аргентинцы. Вот, так что это все такое дело. Все зависит от районов. Вот здесь почему-то меньше, потому что они часто вот тоже там на улицах работают, там, сям, движуха такая. Наверное, там им дешевле жить. Когда приезжают, может, сразу не совсем богатые люди едут, которые могут себе снимать квартиры в богатых районах или хотя бы в таких вот спальных районах. А там подешевле будет, они там как-то кучкуются. Ну, когда поедешь в сторону, вот район Онсе называется, там вы их увидите тучу. Там будете спрашивать наоборот, а почему их так много? Так что нету тут никакого расизма, успокойтесь. Все тут с этим вполне нормально. Так. Вот и я говорю на заработки, но строят дома, инвестируют в Аргентину, 100% это оно, может быть. За ваши 20 лет за границу сколько раз ездили, то вам хорошо в Аргентине, я помню. Смотрите, ездил в Украину на 3 недели, ездил несколько раз в Уругвай и больше не ездил. Так что, честно говоря, зачем? Я что-то вот вообще не догоняю, что за показатель такой, сколько раз за границу ездил. Это что, меряется уровень жизни счастливой, типа сколько раз ты побывал в Египте? Здесь в Аргентине я еще не все посмотрел. Здесь столько всего, которое я бы хотел посмотреть, что мне ваша за граница. Как этот, помните, этот анекдот один говорит,
поехали, говорит, на природу, посмотрим, говорит, на закат солнца. Другой говорит, что я, говорит, не видел, как солнце в болото садится, я и по телеку посмотрю. Так и я, наверное. Не, ребята, не ездил не потому, что, ну, как бы, не имею такой возможности, не имею такого желания. Если бы я уже и поехал, так мне еще и в Аргентине кучу надо посмотреть. Он там, Хухуй, Мендоса, то, все, да и на Антарктиду еще смотаться. То есть, но дело в том, что многие приезжают, к примеру, уже с деньгами, и они не знают, сколько они тут протянут ли вообще и все остальное. И они сразу начинают ездить, все на Антарктиду, горы, Хухуй, все, там, это самые катараты. А потом денег когда кончится, я посмотрю, сколько они наездят. Дело в том, что здесь, ну, обычная жизнь, это как спросить, не знаю, есть же люди, которые тоже зарабатывают, живут, строят там что-то себе дома, вкладывают чего-то. А у нас что, все прямо вот показатель счастья, это сколько раз ты поехал за границу? Ну, тогда это не по мне. Я таким показателем счастья вообще никак не считаю. Это вообще как бы не это. Мне нравится больше Аргентина, мне нравится здесь путешествовать. Ну, не знаю, мне нравится, что я могу сделать. Мне, к примеру, даже если бы я уже когда-то давно рассказывал, что если бы даже и выбрал я какой-то вот вариант, что да, вот поехать типа в Европу посмотреть или где-то здесь поесть, я бы, наверное, выбрал, ну, не знаю, в Перу бы съездить, Мачу-Пичу посмотреть, какую-нибудь там в горах Боливии куда-нибудь залезть. Мне что-то больше притаскивает вот этого, в Антарктиду какую-нибудь поехать там. Ну, а походить по европейским городам, посмотреть на магазины, я их здесь не смотрю. Мне они здесь особо не интересны, именно витрины магазинов. Я иду за покупками только когда мне что-то нужно. Вот если мне конкретно это нужно, я пошел. Но чтобы таращиться, что есть в магазинах, и ходить его щупать, мне это вот не интересно. Вот я сейчас собираюсь там в одно место ехать. Я вчера пошел, говорю, мне надо одна кормушка, которую мне надо сделать. Сегодня буду делать снасти для этой поездки. Вот. И мне надо была одна кормушка. И вот я пошел конкретно там за 6 кварталов в рыболовный магазин только за этой кормушкой. Пришел, ее там не было, этой кормушки. Думаю, ладно, обойдусь подручными средствами, сам сделаю. Кое-что не буду. Значит, нет, так и нет. И думаете, и назад я вернулся вообще, ну как бы, мы до Покабиль дойти не захотели. Света со мной ходила. Мы пошли по улочкам вот таким вот. Почему? Потому что шумно, гамно, магазины, люди. Ну, не всегда хочется бегать по магазинам, туризмом. Туризм, более спокойная жизнь меня больше прельщает, чем вот эти скачки по заграницам. Так что нет, ребятки, я много не ездил за границей. Так. Комментарий был не вам, может быть, сразу еще пожелаю здоровья, здравствуйте, спасибо. Прогрессивная молодежь Латинской Америки сидит в Европе, США, остаются те, кто даже свой выучить не способен, в Бразилии читать не умеет, 30 с трудом школу закончили. Интересно, вы там были? Вот просто интересно, человек, ты где живешь? Ты живешь в этой Бразилии? Или жил в этой Бразилии? И потому что я вижу, ты специалист по Америке, специалист по Бразилии. Наверное, ты с утра до вечера путешествуешь. Вот. Так. Аргентина, наверное, самая европейская страна на континенте. Да я бы не сравнивал вообще европейская, не европейская. Аргентина, она такая, как она есть. Честно говоря, это вообще глупняк сравнивать. Вот это, знаете, как все равно, что сравнивать цены в Аргентине с гривнями или с рублями. Это такой же глупняк. В Аргентине цены вообще не так складываются. Не в том понятии. Не от того зависят. Так и сравнивать вот Аргентину, там типа европейская эта страна, или американская, или это типа там похоже на что. Да ни на что она не похожа, она просто Аргентина. Вы будете, когда здесь долго жить, вы научитесь или воспринимать это как такую страну и ни с чем не сравнивать, или вы тут жить не будете, потому что вы не поймете этой страны. Вот в чем прикол. Сравнивать только тех, кто здесь в принципе, то и, ну как бы и не знает ее, потому пытается сравнить, на что это похоже. Она похожа просто на Аргентину, здесь так и все, а не на Европу или там на Америку.
Самое белое население считается в Уругвае. А при чем тут вообще белое население, серое население? Так, но города там беднее. Нет, Леонид, я ответил правильно, внимательно прочитайте. Беленков Вадим, хорошо. Интересно, сколько Леонид гуляет? Очень мало детей. Ну, во-первых, жарко, во-вторых, дети по паркам, в-третьих, по авенидам, в-четвертых, ну, не знаю, отдыхают где-то, тусовки свои. Не знаю насчет детей. Тут вообще, вот, к примеру, в этом районе, смотрите, вообще народу мало кто ходит. Сейчас жарище, что им тут лазить-то? Ну, вон дома свои сидят, вон какие тут домики. Вот нафиг ему сейчас лазить по улице, скажите. И это мы отошли 150 метров от этого. Вот идет девушка с этого самого, с тенниса большого. Работники, он работает, я вижу, там что-то в стройках пищат. Вон уже впереди ривер. Идем. Так что не знаю, где дети, но детей в Аргентине много. Так, если я не люблю Америку, это не значит, что я обожаю Путина. Америку ненавидит половина мира. Я из РФ сам, надеюсь, скоро уеду. Ну, езжайте, поживете нормально, как человек, свободно будете ходить. Не думать, как там Америка бедная живет, а просто будете о своей жизни думать. Вот, что вам надо, куда вам поехать отдохнуть завтра, что вам такого предпринять. А не будете все заботиться о том, как там в Америке плохо. Да плевать, как там плохо, хорошо. Там люди живут, если им там хорошо, так и хорошо. А нам вот, тем, что в Аргентине живет, в Аргентине хорошо, а кто-то в России живет, ему в России хорошо. Это же дело обычное. Никто вообще не должен сравнивать там с другими странами. Что за такое, как бы это, предвзятость? Вот именно как у тех. Ну вот как кто хочет. Вот смотрите. Я не думаю, что здесь аргентинцев в этих домах очень плохо живется. Не думаю, и все. Ну, это пищит, это ремонтирует кабачок на углу. А так, чем плохой райончик для жизни? Смотрите. Тихо, спокойно. И плевать они хотели, как там вот, блин, в Америке живут, как там еще где живут. Нафига они? Видите? Вот так. Текс. Опять же, я не знаю, чтобы там Америку прямо половина мира ненавидит. Я такой первый раз слышу. Так. Вот хорошо. Смотрите, что за границей тоже много чего интересного. Хорошо иметь возможность и тут, и там посмотреть. Все, это правда. В нашей аргентинской деревне интересней. Какие ценности у аргентинцев? Ну, самые такие, чтобы совсем, как ценности. Это семья, по-моему. Вот, заради своих детей, заради своей семьи. Ну, понятно, в семье не без урода, может, есть и разводы, есть всякое, но если так сказать, как ценности, вот ценности это семья, они очень любят детей, очень, как говорят, привязаны к этому всему. Животных очень любят. Спокойная, размеренная жизнь, это тоже, ну как спокойно, насколько это может позволить. Потому что работать надо, не то, что ты там лег, пузо чешешь, ни черта не делаешь. Нет. Но если есть возможность, они предпочтут хорошее питание, чем хорошую одежду. Ну, в плане не хорошую одежду они тоже предпочтут. Я имею в виду, что, ну, там, он скорее пойдет в ресторанчик, посидит, где-то отдохнет, чем побежит, будет копить там на то, чтобы купить какую-то шмотку, потому что она там считается изысканной там, или модной. Я думаю, так что-то. Такая более спокойная какая-то. Вот, что мне нравится, я думаю, это достижение всех аргентинцев, это то, что нету тут никакого вот этого вот национализма, который кого-то там преследует за его конкретную национальность, что он именно тот или тот. Вот такого нет. Так что много, наверное, вещей есть. Может, я сразу так и не вспомню, чтобы так прямо объяснить. Могут другие люди вспомнить еще и побольше всяких таких ценностей. Ну, то, что так сразу как бы бросается в глаза. Так это, вот это. Так, вот красненькое это и есть знаменитый наш стадион Ривер. Это которые приезжают тут все выступать, футбол играть. Вот, вечно Ривер Бока между собой соревнуется, это часть Ривер.
Тут же происходят всевозможные выступления, которые артистов крупных. Вот. Да так бывает шумно на артистах, что и до нашего дома доносится это все, можно всяких Мадонн и всего там, кто тут выступает, слушать практически с квартиры. Смотрите, вот. Вон там музей Ривера. Не попрусь музей Ривера вам показывать, просто покажу, где он есть, на случай, кто хочет там побегать по музеям Ривера. Он там сейчас. Вот тут там стадион. Вон там музей Ривера, там написано музей. Это клуб Ривера. Вот сам вам стадион здоровенный Ривера, красный, все. Это все вам Ривер. Так, чего меня тут спрашивает? Так. Леонид, почитай историю, сколько было уничтожено людей военной хунтой. Так, все это было, да, было, и что? И что от этого изменилось, что было, а что в других не было никаких, революций, убийств, в других странах этого не происходило. В Чили тоже была хунта. Во многих странах прокатились военные перевороты, и были убийства, и все остальное. А сейчас, к примеру, русские убивают украинцев, и что? Что, это уже с истории сотрется? Нет, не сотрется. И что теперь? Так и есть, было. Но люди после этого живут по-другому. Это было, да, как исторически. Не было революции 17-го года, не убивали одни других. Ну и тут была своя история. Никто этого и не отрицает, никто этого и не забывает. Но и в то же время теперь так не живут. Так, умные люди уехали из Саука еще в 90-х годах. Хоть кто-то сказал, что я хоть чуть-чуть до умных дотягиваю. Я тоже уехал в 90-х годах. Вот. Только в конце 90-х. Так. Туристы едут в другую страну, тратят кучу времени на шопинг, потом покупают памятные сувениры, потом они пылятся, и то сувениры на помойке, время убили, деньги профукали. Да, и такое есть. И такое есть. Так. Сейчас здесь вот напротив стадиона раньше был городской тир, Тиро Федераль. Большущий, тут все время стреляли. Теперь я показывал, кто интересуется Буэнос-Айресом, что тир отсюда вынесли, вот, снесли, перенесли до детского парка, там построили на окраине города тир. А здесь будут строить, и я думаю, тут будут шопинги и все вот такое. Потому что посчитали, что около стадиона, где много спортивных состязаний, где много выступает артистов с международных всяких приезжает, где куча всякого туристов и просто народу, лучше иметь не тир, а эту землю под всякие шопинги отделать. А еще мы не дошли, я хотел показать сейчас. У нас в Буэнос-Айресе все железные дороги, ну в основном все, не прямо уже все, но кое-какие остались участки, но в основном подняли на поезда городские, все подняли на возвышенности ходят. А раньше были рельсы там с переездом. Теперь там внизу, где под возвышенностью, идет стройка, но в некоторых местах уже начинает открываться. В общем, там тоже строят шопинги. То есть теперь под линией поезда будут такие прогулочные, аллеи с шопингами. И довольно круто там получается. То есть вот и переделают еще набережную, хотят сделать самую шикарную туристическую набережную. Так что вот то все заклеено картелями, там был Тиро Федераль, теперь там все снесли, стройки, будут прекрасные такие шопинговые центры здесь стоять. Так, назовите певцов знаменитых Аргентины. Не знаю, я их не слушаю. Так,
Можно заняться выращиванием цветов, тюльпанов, наверное, можно. Люди цветы продают, люди цветы покупают. Но конкретно я не знаю, я об этом не интересовался. Наверное, для этого надо иметь какой-то участок. Но кто-то же их выращивает, значит, наверное, можно. А что-то такого нет. Заправки городские, если кому-то интересно, вот типа одна из таких, ну це ИПФ есть, потом есть вот эти, которые Shell, там другие, то есть каждая марка свои цены имеет. Вот там можно колеса надуть, если хотите, там бокс, где можно масло поменять, фильтр и все такое. Колеса надувать в основном это бесплатно, просто подъезжаете на заправке к этому автоматику, набираете сколько вам надо надуть и дуете свои колесики. Здесь, как правило, всегда существует туалет, можно пойти сходить, если вы едете, заехали на заправку, там есть кафешка, где вы можете покушать, там есть маленькая мастерская, где вы можете обслужиться, мелкие вещи, поменять лампочку, долить масло, еще какой-то фиговинный, там фильтр какой-то, ну мало ли что у вас там случилось. Заправиться, отдохнуть, сходить в туалет, оправиться и поехать дальше. И это по всей Аргентине так, ребятки. Так, сейчас опять пойдем в район Нунеса. Пока батарейка не села, походим. Сегодня еще не перегревается телефон, бо бывает от жары телефон перегревается и начинает вырубать. Пока не вырубает, погуляем. Спасибо за ваши ответы, было интересно с вами прогуляться по Буэнос-Айресу. Да, пожалуйста. Будут торговать картофлей прямо в Буэносе. Ну давайте, а что, нормальная вещь, если картошка хорошая. Сколько стоит бензин 1 литр? Я на это не посмотрел, но я думаю, сейчас вот на ИПФ будет стоить где-то около 200 за литр, на других может быть чуть-чуть дороже. Это в Буэнос-Айресе, в провинции может быть еще дороже, в районе 240 за литр. Я имею в виду 240 песо. Это этих самых. Я заправляюсь на ИПФ. Сейчас у меня остался четверть бака. Я думаю заправляться где-то в субботу часа в 4 утра. Я думаю заправляться. В субботу, да, намеки поняли. Что в субботу часа в 4 утра я, наверное, буду на ИПФ заправляться. Кто захочет, тот поймет. И рассчитываю, что там будет где-то по 200. Мне надо будет залить полный бак. Потому что я, наверное, использую этот бак, а может и больше. Так что все будет окей. У вас отличный аккумулятор камеры. Моя сдулась уже минут за 40 и говорит: заряди меня, кушать хочу. Да, на трансляциях он сдувается побыстрее. Все-таки оно должно вести трансляцию. Это же не просто так потерпеть. У меня еще написано 36%. Так что не знаю, насколько мне хватит, но 36% для трансляции и в хорошем качестве. В принципе, я стараюсь, не знаю, как у кого показывает, но я стримлю на 60 кадров, 1080, 60 кадров. Я считаю, это хороший должен быть такой стрим. И телефон должен быть все время включен и обрабатывать весь этот, как мы называем, имахен. Все это видео он должен обрабатывать. Вот кто говорил, что нету у нас этих африканцев. Вот вам, пожалуйста, с собачкой гуляет человек. Так что не надо рассказывать. Вот видите, стройки те, что я рассказывал, тут начались уже. И тут много чего строят. Ну-ка, посижу 2 секунды. Ай! На лавочке почитаю, что еще есть. Скоро будет осень. Листьев много упавших. Да, скоро осень. И это, да, будет. Но в основном, как правило, ощутится осень-осень. То есть у нас часто так бывало, что мы вот уезжаем на 1 мая, на мой день рождения, куда-то за город. Потом и там уже видим именно осень-осень. Там вот прямо упавшие листья, все где-то в тех районах. Да, в Буэнос-Айрес приезжаем и тоже прямо вот раз и осень. А сейчас падает, но мало еще. Просто уже цвет не тот, не такой ярко-зеленый, как весной, а зеленый такой уже более тусклый зеленый цвет.
Потому да, уже чувствуется, но еще, я думаю, довольно долго будет. Так, солнце в Аргентине, сколько дней в году, сколько дождей. Смотрите, я вам про всю Аргентину не скажу, в каждом районе по-разному, я вам скажу про Буэнос-Айрес. Я бы сказал так, что в Буэнос-Айресе 80% это солнечные дни всего года. И 20% это пасмурный и дождь. Так что Буэнос-Айрес это город солнечный. Даже когда прогноз передает дождь, вот как на сегодня, то видите, парит тучи, но дождя нет. Вот прямо как обходит. Вот я это заметил, что у нас даже когда передает прогноз дождь, все равно именно в Буэнос-Айресе дождя может не быть. Деревья цветут круглый год. Вон Палио Борачо, это пьяное дерево. Вон оно. Цветет полным ходом, смотрите. Салон по продаже машин. Ну, тут этих салонов на каждом углу. Были бы деньги их менять все время. Эти машины. И еще даже жакаранда в некоторых местах не доцвела. Вот это вот жакаранда, она, как правило, в ноябре цветет. А в некоторых местах, смотрите, до сих пор ветки жакаранды еще цветут. Так что, да, вроде бы как скоро осень, но вот это в ноябре цветет жакаранда. Палио Борачо цветет, вот, пьяное дерево. Борачо это пьяница. Пьяная палка даже так, в прямом переводе. Палио, типа палка. Вот и называется пьяная палка. Так, гаишник что-то остановил чувака, видно, не так повернул. Девушка остановила, он сейчас ей доказывает. Ресторанчики. Ну тут, в принципе, что тут, школы, рестораны, вот школа ОРТ знаменитая, школа частная, крутая. Тут одних охранников, наверное, больше, чем у президентского дворца. Около этой школы стоит с рациями со всех сторон. Вон при входе все мальчики в черных очках. Эта школа охраняется, наверное, лучше, чем посольство какое-нибудь. Очень престижная. Сейчас перейдем. Не только при входе. Сейчас мы на ту сторону пойдем, там тоже будет куча охранников на каждом переулке. А когда дети заходят и выходят, их будет по 2, по 4 на каждом перекрестке за квартал, стоять. Смотреть, чтобы ничего из них не случилось. Вот смотрите, на входе, если вам видно, один охранник, там дальше другой охранник ходит, и полицейский, вот стоит третий охранник, смотрите, вот стоит с рацией. И на тех углах сзади школы будет то же самое. Так что я говорю, эта школа охраняется, наверное, лучше, чем посольство какое-нибудь. Сейчас мы зайдем аж туда, на тот квартал, там увидим. Будет 100% еще человека 3-4. Тут они за этим очень престижно смотрят. Так, солнце в Аргентине сколько дней в году, это мы говорили. Правда ли, что у Сувая солнце появляется минут на 10 в день и все? Вы знаете, я никогда не знаю. Не знаю, ответить не могу. Так что, правда, не знаю. Как называется школа? Платная, ОРТ называется. ОРТ, на ней сверху там поставите на паузу, посмотрите. Да, платная. Так. Сколько процентов дорог примерно с велодорожками? Ну, имеется в виду в Буэнос-Айресе. Ну, я в процентном отношении пока что еще не посчитаю, но их не так давно начали вводить. Соответственно, они строятся. Их сейчас до черта стало и становится еще больше каждый день. А вот прямо в процентном отношении я не знаю. Но этих велодорожек у нас теперь становится очень дофигища. Вот. И на перекрестках посмотрите, как поделали, чтобы тут машины как бы не так вот можно было перейти, гляньте, повыделяли все эти линии.
Вот, на перекрестках. Так, пошли на какую-то, вот мы сейчас пойдем это самое, на другую сторону. Пойдем по Вениде, по Конгрессу пойдем сейчас. Так, дней солнце можно найти на профильных сайтах, про Ушуай тоже, про дожди и про погоду. Правильно, можно и там поискать про дожди и про погоду. Потому что в каждом районе все по-разному. Вот. Вот сзади этой школы мы будем идти. Тут то же самое, куча охранников. Вот сейчас один вот здесь спрятанный, потом он дальше в серой рубашке еще один стоит. Вот. Тут их просто полно. Напротив стоят. И на той, вот вам один в сереньком вышел с наушниками и с рацией, с передатчиком. Он разговаривает с другим. Он второй закрывает двери, смотрите, ему сейчас будет отвечать с рациями в ухе. Вот он закрывает. И на той стороне еще парочку я видел, на той стороне дороги. Вот. Эти хлопцы как раз только этим и занимаются. Так что кто там ходил, мне там спрашивали, хочу землю купить безопасную в Буэнос-Айресе где-то, ну, чтобы совсем было безопасно. Частные поселки, посмотрите, у нас есть куча частных поселков, которые, вот это Баррио Серрадо, там их полно при Буэнос-Айресе, за Буэнос-Айресом, везде. Покупайте там и охрана 24 часа в сутки, везде, весь поселок охраняет, дом ваш охраняет. Все там есть. Так, пойдем по Конгрессу. Вот это авенида Конгресса, мы по ней пойдем. Вот вам опять велосипедные дорожки, смотрите. Вон написано «Мира» направо и налево, то есть показано, что смотри направо и налево, видите? Потому что тут ездят с двух сторон на велосипедиках, и справа, и слева. Так что велосипедных дорожек у нас хватает. Вот он на великах. Сейчас же куча развозчиков товаров на великах, вон как этот парень. С этими сумками всякими, с ресторанчиков, доставка, деливери, доставка. Потом по Меркадо Паго, кто по Меркадо Либре, кто покупает, там товары всякие продает, там тоже доставка такая по городу. Тут же сегодня купил, с утра вечером тебе привезли. Вот это все на вот этих великах и держится, мотиках, великах. Кто подрабатывает, конечно, и машины там подвозит по пути, товары всякие подрабатывает, развозит. Ну, в общем, развито. Что-то, а вот эти штуки развиты. Так, сейчас пойдем по Конгрессу и скоро окажемся в нашем парке. И так хорошо мы сегодня прошлись, я потом посмотрю на телефоне, у меня есть программка, которая считает, сколько я шагов намотал в день. Я думаю, сегодня в семье всех побежу, потому что мы там общие такие соревнования устраиваем, кто сколько в день пройдет. То Ник к друзьям пешком сходит, придет, говорит, я победил. То я вот на таком стриме нахожусь, прихожу, говорю, я победил сегодня. Так, вот, снова переодеваю там очки за камеру, чтобы почитать, что вы мне там пишете, если пишете. Так, вы пишите, бо осталось где-то метров, наверное, 500. И мы сядем в парке посидеть. Посмотрим на то, чем там народ занимается. Так, перебегать перед машинами не будем. Ну-ка, перейдем, потом почитаем. Сейчас как бы стоять читать на перекрестке. Так, русские, которые сидят в РФ, любят свою страну, не любят. Так, любят. Это те, кто на два фронта, против колонизации, против правительства, русских, которые мигрируют, понаехали. А за что мы должны любить Америку? Ну да, она же на вас напала, я забыл. Ну да, правильно. Каждый смотрит со своей стороны. Ну, если напала, то, конечно, не за что ее любить. Так и есть. Так, машины обворовывают. Ну, не без того, и изредка бывает, но редкий вариант. Я там как-то увидел, когда колесо сняли. Поставил шорт, сразу больше всего просмотров. Кстати, на такое кидается. Ну, если бы воровали каждый день колеса, я бы вот ставил бы каждый день шорты, и у меня было бы уже куча подписчиков. Больше всего кидается на такие вот дела. Я там типа украли. О, тут сразу просмотры, комментарии, лайки, подписка. А такие нудные, там типа прогулка по Буэнос-Айресу. Да кому он нужен? Вот украли, вот это дело. Так что пока что из всех шортов, что я видел,
Вот украли на велику колеса один раз, и один раз где-то месяца 2 я видел, как украли колесо на машине на нашем квартале. И там я тоже шорт снял. Так что на шортах посмотрите, посчитайте, за сколько дней у меня выходит такой супер-пупер шорт, как что-то украли. Да, и посмотрите, будете знать. Но дело в том, что раньше сильно было это дело развито. Потому что тогда крали и продавали на запчасти, разбирали, продавали на Варнесе. Варнес — это район, где запчасти продают. Сейчас это дело практически не встречается по одной простой причине. Во-первых, были крутые полицейские облавы на Варнесе, переловили всех, кто занимался этим делом, пересажали. Это раз. Так что теперь там все уже более, так сказать, контролируемое. А во-вторых, у нас же обязательная проверка набивания номеров на все важные запчасти, на все капоты, дверки и все. Каждый должен пробить и выбить номера, это по правилам положено, регистрационные. И если ты переставишь, и номер будет затертый при какой-то продаже машины или что, ты все, попал за скупку краденого. Так что, ребята, сейчас этот бизнес трохи прекратился. По одной простой причине, что туда его, поставить. Куда продать потом? А воровать лишь бы просто для удовольствия, чтобы потом попасться и сидеть, так таких тоже не очень много народу. Так что более спокойно стало, гораздо более спокойно. Я говорю, даже не на чем шорт зацепить. Было бы, я бы вам каждый день показывал. Тут украли, там украли. Просмотров-то больше. Так. Горнолыжные курорты есть? Конечно, есть. Барилоче, то, что мы обсуждали. Если, как вы считаете, если есть Анды, такие горы, которые чуть не самые большие между Аргентиной и Чили, и есть, как говорят, Антарктида, и горы туда идут, то, конечно, есть куча горнолыжных курортов, которые отличные горнолыжные курорты. Конечно, есть полно, с подъемниками совсем, на всех уровнях. Это да. Чего еще пишут? Так, было что-то, самый безопасный город на всем континенте. Ну, вполне поддерживаю. Так. Так, Леонид, здрасте. Были ли в воскресенье на рыбалке? Вода сильно упала, вода зеленая, рыбаков вообще не наблюдалось. Мы, так, барил за секунду, барил за секунду. Да, летим 1300 песо в месяц, охрана 24 часа. И, да, вода сильно упала, особенно вода упала в районах, как говорят, от Бразилии до Буэнос-Айреса. Туда немножко в сторону Мар-дель-Платы, там меньше упала вода. Я собираюсь рыбачить в эту субботу-воскресенье. Прошлую поездку на рыбалку я делал 2 недели назад, по-моему. Я проехал до этого самого, по руте 205, по дороге 205, потом свернул на 46-ю, поехал в сторону Тандиля и по всем этим ручейкам и озеркам и всем. И да, воды не было практически, то есть лужи, пересохшие реки, речушки, соответственно, рыбалки практически не было, аж до Тандиля. Ну, я думаю, что в это воскресенье найду там, где точно есть вода. Потом покажу, когда буду там. Иначе будет все уже неинтересно. Вот про эти я говорил, что у нас поезда ходят поверху, а мы ходим под низом. Машины теперь ездят, вот видите, нету переездов, которые, ну, вот шлагбаум и там все остальное раньше были. Теперь вот так. Тут же сделаны, вот тут, где мы прошли просто, а вот с той стороны это для инвалидов на колясках, с той стороны там нету ступенек, там съезд подлиннее, но там для колясочников. То есть и те предусмотрены. Вот видите, там вот это для колясочников, чтобы они тоже могли пройти через улицу. То есть одна сторона для, как говорят, тех, кто может топать по ступенькам, и другая сторона для тех, кто по ступенькам топать не может. Вот, или с тачкой с какой-то, вы едете там с кравчучкой с магазина и не хотите по ступенькам стучать, вы тоже можете пойти по той стороне. Так, через 100 метров мы будем в парке, сядем, поотвечаю. Готовьте, пишите вопросы, пока у меня еще батарейки 25%. Сейчас я в парке сяду, поставлю камеру на
на треноге и поотвечаю на ваши вопросики. Вот. Так что, а если совсем не будете ничего писать, значит мне не на что будет отвечать. Значит, я вам скажу всем пока. Так что давайте. Так, про проституток снимать будут просмотры. Да блин, что вам порносайтов мало? Ходите себе на порносайты. Туда же вас еще пускают. Ну все, зачем мне тут про проституток снимать? Во-первых, так что выискивать надо. Вы думаете, что у нас тут прямо так, блин, бегают одни проститутки. Да. Иди найди еще их. Это раз. Второе, что там такого снимать-то? Не пойму. Это какие-то озабоченные. Не будут просмотров даже про проституток. У меня на канале все зрители довольно нормальные. Во всяком случае, 90% здесь здравомыслящих нормальных людей. Вот. А те, кто хочет про проституток, они идут на порносайты. Так что, есть ли в Аргентине прописка по месту жительства? Да, есть, но это своеобразная прописка. То есть, называется домисилио. То есть, для, конечно, некоторых вещей, типа вы берете какой-то кредит, еще вы что-то делаете, какой-то трамит, как мы называем, то есть какие-то вещи оформляете. Конечно, надо знать, где вы живете, правда? И для этого существует домисилио. Но оно здесь немножко не так, как вам кажется, что, ну, как бы, не то, что надо идти у кого-то там прописываться. Нет. Ты вот снял квартиру, к примеру, где ты захотел, там ты снял квартиру. Где нашел. Потом ты идешь в полицейский участок этого района и говоришь, мне надо справка о домисилии. То есть мне надо справка о моей прописке. Это заключается в чем? Он говорит, а где вы проживаете? Ты говоришь, вот здесь я проживаю, по такому-то адресу. Хорошо. Платишь за эту справку. На завтра приходит полицейский или полицейская, приносит эту справку на этот адрес. Звонит в двери, и вы спускаетесь, и вам отдают справку. Если вас дома нет, он может спросить у энкаргадо дома, то есть у этого работника из дома, что так, там маленькими детьми мешать не будем. Сейчас найдем лавочку пустую, сядем, посидим. Вот смотрите, парчик. И все гуляют, куча с детьми, с тем, всем, собачками. Просто я не хочу так как бы мешать, хочу сесть в каком-то более укромном местечке, где я никому особо не мешаю, чтобы не мешать отдыхать людям. Значит, и он приносит на ваш адрес, который вы сказали. То есть это и является подтверждением того, что вы живете. Он вас не спрашивает, контракт, не контракт, это никого не интересует. То есть вы получили эту справку, все это ваше домисилие. Вы ее предоставили в те органы, которые сказали. Вы можете поменять это все дело в вашем ДНИ, пойти в районный муниципалитет, показать справку о домисилии, они вам запишут это ваш ДНИ, ваш документ, ваше домисилие. Это есть официальная ваша прописка, скажем так. Потом вы, к примеру, у вас закончился контракт, здесь вы не живете больше, вы поехали в другое место жить. Вы едете в другое место, вот, поселились, пошли в комиссарию в районную, она вам принесла другую справку, посмотрела, что вы там живете. На том у вас новая прописка. То есть вам не так, что надо кого-то где-то идти, просить, чтобы вам кто-то дал какую-то прописку. Это тут не существует. Вы просто где сняли, там и ваша прописка. Вот и все. Но она, конечно, да, есть как таковая. Так. Поставлю вас так чуть-чуть. Фух, паки, посидеть. То я уже что-то находился. Что-то здесь не очень интересно. Вон там есть лучшие места. Пойдем на другую лавочку. Просто тут куча сидят пенсионеров. Потом тут привозят вот издалека так покажу. Вон там куча женщин сидит. И старичков, в общем, на колясках. Это дома престарелых, их вывозят, я вижу каждый день. Вот колясочник, видите? Их вывозят сотрудники из дома престарелых сюда на прогулку. Они сидят себе в парке, их на колясках повывозят, а они посидят в парке, тут понаблюдают за всеми. Так воздухом подышат, потом их назад отвезут. То есть тут просто старичков привезли посидеть. Так, что у меня тут? Ну-ка переключу чуть-чуть на себя. Так. Почитаем, что они тут пишут. Фух. Значит, хорошая программа геотрекер. Рисует маршрут, показывает скорость, расстояние, рекомендую. Да у меня, по-моему, там... ну хорошо, я посмотрю, что за программа. Может и так. Если в Аргентине прописка, мы только что обсудили. На каких реках вы рыбачите? Ой, где только попадется.
Здесь много хороших рек, и Парана, и Рио-Уругвай, смотря где ты живешь и насколько тебе это доступно. Вот, Рио-Салядо, соленая река. Мне очень нравится Рио-Негро, но от меня это далеко, 1200 километров, соответственно, до этой реки я попадаю раз в несколько лет, когда в отпуске еду, и тогда да. То есть тут очень много хороших рек. Есть, к примеру, я могу сказать, что Рио-Колорадо, там ничего не ловится, там вообще рыбы нет, Рио-Колорадо. Так что даже если вам покажется название такое красивое, река большая, можете даже не портить свое время, вы там даже малька не поймаете больше всего, что. Так, прописка это в тоталитарных странах обычно. Ну, я объяснил, какая у нас прописка. Какие национальные блюда Аргентины вы любите и какие вы порекомендуете? Ну, у меня национальные блюда Аргентины, самое такое, которое я люблю конкретно, это вот Парижа, то есть мясо на мангале и салат. Салат овощной, типа лук, помидор, лечуга. Как лечуга будет салат, типа. Салатные листья и огурец. И все. И мясо с приправой чимичури. То есть, в принципе, любое мясо, говядина в основном, то есть не шашлыки, а просто куски говядины, брошенные на мангал, посыпанные какой-то приправой, там посоленные и салат. Это мое личное любимое блюдо. Так что я и вам порекомендую. Так, если свой салон открыть, нужна ли лицензия, как в Америке, или можно с бельгийским сертификатом открыть салон парикмахерской? Какие цены примерно аренда кабин, салон, небольшая помещение в городе? Смотрите, цены на помещение в городе, все зависит от района, они меняются очень круто. Свой салон открыть, да, можно, снимаете помещение, открываете. Лицензия, я думаю, вам не лицензия нужна, вам нужно монотрибута, что вы работаете и платите налоги в Аргентине как частный предприниматель. Умеете ли вы стричь или не умеете, это всем по барабану. Вы не доктор, чтобы вам должна была дать лицензия. От вашей стрижки не зависит здоровье человека, так что здесь по барабану, и вы умеете стричь или вы вообще не умеете стричь. Потому что это никакого вреда человеку не принесет, кроме неудобства. Ну, если он доверился вам, ну, в следующий раз не пойдет, если вы порезали не так, как надо. Это докторам всяким надо лицензия, даже электрикам надо лицензия, даже газовщикам надо лицензия, потому что от них зависит то, что дом может взорваться, может быть короткое замыкание, еще что-то. Парикмахерам, как постричь, я думаю, никакая лицензия вообще не нужна. Вот. От этого никакого вреда особо ничего. А вот платить налоги надо, абилитировать как бы локаль надо. То есть место, которое вы сняли, надо абилитировать, чтобы муниципалитет разрешил там делать парикмахерскую. Наподобие, что он будет проверять? Чтобы у вас был туалетик, чтобы у вас было как бы в порядке электричество, чтобы у вас было, ну, в общем, в порядке то, что должно быть, куда приходят люди. Но не ваша конкретная специальность парикмахера. Плохой вы парикмахер, это ваша беда, хороший вы парикмахер, это ваши достижения. Ну и все, а дальше платить налоги, чтобы когда муниципальные службы проходят, должна на витрине быть такая карточка, типа листик такой приклеенный, что муниципалитетом это вот тогда-то, типа это помещение одобрено для такой-то деятельности. Вот, это абилитировать помещение. Так, как с транспортом в ночное время в Буэнос-Айресе? В моем городе уже поздно вечером долго ждать автобуса надо. Здесь, по-моему, в ночное время тоже гораздо реже начинает ходить после часа или после 12. Но ходит круглосуточно, просто гораздо реже, конечно, само время между автобусами. Если так, метро, я уж точно не помню, но, по-моему, закрывается около 12 ночи. Метро закрывается. Так, у меня батарейки еще есть 20%. Хотите, покажу метро вам наши. Пойдем в метро. Только не знаю, если мне... да, спустимся. Так, готовы еще сходить в метро? Пишите. А потом уже вряд ли вы будете пересматривать все это дело. Заодно посмотрим городской транспорт. Давайте еще шагов навернем немножко по Буэнос-Айресу. Так, вперед. Леня, пошли, походим. Да, пишет. Ну хорошо. А лайк поставили? Как это говорил? Сподобайку. Сподобайку поставили? Надеюсь, метро лучше, чем в Нью-Йорке. Не знаю. У нас вообще-то это, ну как бы называется больше даже не метро. То есть такое прямо большое метро нет. Это больше подземка, что ли. Но мы в него сейчас спустимся. Да, покажите. О, хорошо. Так.
Отсюда 200 метров до станции метро, это будет конечная. Это будет, сейчас я про метро буду рассказывать вам, это будет линия D. У нас метро, линии метро называется по буквам, то есть А, Б, С, Д, Е, вот такие, да, линия, каждая буква. Это они в центре сходятся, в некоторых местах пересекаются, достраивается. Аче, по-моему, заканчивается на Аче. Вот. У нас линия D, которая идет от станции Конгресса до Тукумана, это та станция, куда мы сейчас пойдем, до центра, до правительственного дома, до катедрали, еще называется, до собора центрального, около правительственного дома на площади, площадь Демаре. И этот самый. И вот это метро ходит часто, сейчас мы его рассмотрим. Карточка, чтобы зайти в метро, Субы пользуется. У нас вообще называется карточка Субы. Сейчас, кстати, посмотрю, есть у меня моя Субы. Должна валяться, я так долго не ездил транспортом общественным, что должна валяться. И не знаю, там заряжена или нет, но пройдем. Даже если не заряженная карточка, вы можете на одну или на две поездки зайти в кредит. То есть в смысле, потом, когда вы будете заряжать, отберут эту сумму. Но если у вас нет, и вам надо доехать, то один-два раза вы за бесплатно проедете. Ой, кабачок открылся, все, сегодня вечером я приду сюда. Открылся сегодня, только Света еще не знает, мы еще не видели. У нас устроился кабачок, вот этот. И наконец-то я увидел, что он открылся. Так, все, кафешка это. Сегодня я здесь буду сидеть, вот после трансляции. Так что желающие поспонсировать на покупку пирожных сегодня. Ой, abrieron, chicos. Hoy abrieron. Hoy abrimos, sí. Ah, ahora voy a venir. Gracias. Так, только что открылись сегодня. Вот, хорошо. А ну как тут? Ой, уже полно, соседей все сидят. Блин, уже полно народу. Уже забито. Так, аргентинцы уже. Так, это наш овощной, где мы закупаемся. Вот вам наша, как говорят, русскоязычная, украинская парикмахерская. Там дальше будет русский ремонт одежды. То есть у нас тут много, так сказать, салончиков всяких таких. Там дальше за поворотиком будет русский магазин по продаже всяких товарчиков. Ну как, не только русский, там все у нас как бы смешано. Так, котячий отель, да, кошка? Ты будешь сказать привет? Давай. Смотрите, это отель для кошек. Вот смотрите. Когда уезжает хозяева куда-то, они оставляют кошаков в отеле. И вот они тут гуляют. За ними тут смотрят. Вон клеточки, потом их выпускают, они тут лазят. Надо же кота где-то оставить, когда вы уезжаете на море, в отпуск на недельку, еще куда-то путешествуете. Вот котячий отель. А мы идем в метро. Так, значит, у нас весь транспорт оплачивается. Поезда городские, потом автобусы, метро оплачивается карточкой Субы, такая как пластик, как банковский. Вы его подзаряжаете, можно подзаряжать по интернету, можно наличкой подзаряжать на станциях метро. И раньше было куча автоматов в киосках, стояло, где вы прикладываете карточку, засовываете денежки в автомат, и на вашу карточку денежки заходят. Можно отдать наличку прямо на станции метро работнику станции, он зарядит вашу карточку и прислонить карточку к стеклу. Вот. Сейчас автоматов я вижу мало, потому что в основном заряжают вообще по интернету. То есть с того же самого Mercado Pago, с банка напрямую на карточку на свою ты перечисляешь и все. Так, вот вам русский ремонт одежды. Вон человек стоит. Я вам секретики. Так. Значит, что получается? Кто там приезжает и говорит, не могу достать карточку Субы, они продаются в том же самом входе в метро, спросите карточку Субы. Как минимум я тут одному покупал не так давно. Просто зашел в метро на Хураменто, они сразу дали. Они даже как увидят иностранца, они даже, не спрашивают, они сразу карточку суют. Они знают, что эти говорить даже не умеют, но так как все бегают, они видят иностранцы, которые начинают что-то булькать, они им сразу карточку суют. Вот. Так, я одну секунду посмотрю в кармане.
есть ли моя карточка, чтобы я зашел с вами в середину. Мне еще искать ее надо, так как я им не пользуюсь уже черт знает сколько. Не знаю, заряжена она или нет, я машиной езжу. Есть, нашел мою субы. Вот такая она, задрипанная у меня, уся, но есть. Сейчас попробуем, я даже не знаю, есть ли на ней деньги. Я, наверное, последний раз, где-то, может, полгода назад ей пользовался, а может и позже. Ну, если что, заплатим, зарядим, может, когда пригодится. Значит, вот, смотрите, вот такой знак, называется Субты. Это вход в метро. Вот кругленький, желтенький, сверху написано Буэнос-Айрес Сьюдад. И буква Д. Это линия Д, как я и рассказывал. Вот. Это вход в метро. Сейчас на ремонте написано эскалатор, который поднимает автоматом. Вот он на ремонте. А так тут есть эскалатор, который поднимает. И есть пешком. Теперь я хотел обратить внимание на вот эту вот табличку. Смотрите. А, Б, С, Д, Е, А, Ч. Это линии, которые есть. Если она зеленая, значит все окей. Если D сейчас моргает, значит на линии D есть задержки. То есть на нашей линии есть задержки. Вот просто для тех, кто не понимает, что там какая-то буква моргает, он думает, может там лампочка сгорела. Нет, эта лампочка не сгорела. Смотрите, вот. И написано линия D, Demora por servicio. Вот, так, техника. Там написано, что трен, то есть трен, поезд на линии D1 стоит, который задерживает весь сервис, потому что он там сломался, потому что написано, что из-за проблем технических поезд один сломался. Так, сначала пойдем попробуем задвинуть мою карточку прямо в эту. Возьмет или не возьмет. Если не заряжена, тогда мне надо стать в очередь, вот подзарядить. А хотя я, наверное, сразу заряжу немножко и заодно вам покажу как. Сейчас только достану трохи денег, чтобы пройти просто туда. Я никуда не поеду, но мы хотя бы, ну сколько тут, ну хотя бы 200 песо что ли заряжу, чтобы хоть что-то было. Я даже не знаю, сколько там сейчас стоит, мне, наверное, больше. Наверное, давайте, знаете, хотя бы 500 зарядим. А то как бы 200 совать, это сейчас даже, ну как бы и неприлично что ли. Так, как заряжаем, смотрите, берем 500 песо, вот 500 песо моих, идем мужику отдаем, карточку прислоняем, берем. Оля. Меканас, por favor. Карточку вот сюда. А, да, у меня там 14 песо написано есть. Сейчас он там считает. Плюс 500, смотрите. Тик-тик-тик. Опа, все, 514. Gracias. На, теперь. Так, чек. Мы его выкинем. Этот чек мы выкинем в мусорку. Он мне не нужен. На карточке 514 песо. Было 14, наверное, бы не пустило. Подходим к таким автоматам. Лайки, народ, лайки. Берем эту карточку и прислоняем ее сюда. Хоп. Прошли. Карточка сработала, мы заходим. Пускаемся. Я же говорил, тут проблемы, потому народу нет. Потому что объявили, что, видите, моргала линия D. Проблемно. И вот объявление. Por formación detenida debido a una causa técnica. Вот, Informó EMOVA. вот объявила, что линия D, Конгресса де Тукуман и этот самый катедраль задерживается из-за проблем технических в одном поезде. Потому он ездит Кондемора. Кондемора это типа с задержками. Вот один пройдет, второй поедет. Это они не могут разминуться. Это пришел, это конечная. А вот будет уходить. Проедемся одним треном, но может пропасть сигнал, ребята. Я выйду на следующей остановке и пойдем пешком оттуда. Так, если сигнал пропадет, прощайте, дорогие, потому что... А вообще он будет долго, наверное, стоять. Не, я вам немного показал. Ехать не буду, потому что я боюсь, что во время движения сигнал может пропасть и навернется весь мой стрим. Нет тазиков. Вот люди с того поезда вышли. Плюс он задержка. Если бы он был без задержки, я бы поехал сейчас до следующего. Так. Потому я объяснял, что мигала буква D. Это вот потому, что наша линия задерживается. Сами смотрите, какие поезда
Вот такого стиля, поезда с кондиционерами. Станция метро вот такая. Толк нету. Посадочных мест раз, два, три, четыре на 5 человек, 5 человек, 5 человек, по 5 человек рядышком, потом проход. Все. Вот. Как я и сказал, сейчас задержка. Вот, закрывается, пошел. Слово солида — это выходы. Показано куда. Ну, выходов несколько. Вот карта метро Буэнос-Айреса. Вот указаны все линии, смотрите. Вот вам Аче, она выделена так. Вот линия С, вот линия Е другим цветом. Вот линия Б. Мы находимся на линии Д. Линия Д, вот Конгресс де Тукуман. Сейчас мы находимся здесь. Она идет вот, видите, сюда. Доходит до Палермо, потом сворачивает ниже. И в основном все линии идут сюда, на Плаза де Мажо. Плаза де Мажо — это где президентский дворец. Ну, тут развязки и потом расходятся по городу. Вот. Так что вы поняли, где мы вот здесь. Пройдемся по станции. На многих станциях есть, ну не то, что на многих, на всех есть всякие телеки, там для развлекухи, реклама. На некоторых есть галереи картинные там, или какие-нибудь статуэтки стоят там. Ну, по-моему, тоже есть. Сейчас другой ждет, но видите, ходит метро все время нормально, просто это сейчас линия с задержками. Так что если видите моргающую буковку, это значит, что проблема на линии. Не думайте, что это лампочки сгоревшие. Можно здесь подняться, можно по той же, где опускались. Выходов несколько. Переход, сверху есть такой переход, там через под Кабильдо подняться. Ну, мы сейчас туда пойдем. Ладно, пойдем, выйдем, пойдем на Кабильдо. Так, а ну-ка, что мне тут пишут? Может, что пишут, а я не ответил еще. Подобайк поставили. Ой, спасибо. Так, подобайки поставили, классно. Нью-Йорке минус. Línea D. Eso de Вот Tucumán машина Catedral. больниц. Нет, здесь нормально, Circula con слушай. demora por formar detenida debido a una causa técnica. Informó EMOVA. Вот едет следующий поезд, смотрите, как прибывает поезд. Сейчас тот поедет, вот сюда придет. Вот. Пройдемся по вагону, он все равно будет долго стоять. Я покажу немножко сами вагоны. Сейчас люди выйдут. Никому не будем мешать, потому что все равно он будет стоять. Вот вас приветствует. Так, вот люди вышли с вагона, я зашел в поезд. Вы посмотрите поезд. Просто я не хотел мешать, когда люди, знаете, как бы тыкать в глаза. Рассмотрите поезда Буэнос-Айреса, чтобы потом мне баечки не пекли. Так, я пользуюсь моментом, что сейчас задержка на линии на это есть, и пока это не уйдет второй и не придет на ту платформу, этот не сможет уйти. Прохладно, прямо дует. Я сейчас иду, что кондиционер, такие сиденья, гляньте. Вот смотрите, тоже карта метро, план эвакуации, все, что вы хотите. Вот, взять стоячек, держаться за ручки. Метро довольно чистое, хорошее, аккуратное, как в самых цивилизованных странах. Никаких здесь нету вам там бомжей, там
сходка душевнобольных, как там пишут, никого такого и приблизительно не существует. Видите? Вот работник поезда, в смысле этот рулевой пошел. Вот сейчас тот уходит. Все спокойненько заходят, рассаживаются, читают на телефонах, как правило, все уткнулись в телефоны. Это и понятно. Слышите гудки? Это что двери будут закрываться. Раз, закрылись. И мигали желтые лампочки. Как вам наше метро? Тут всякие стоят памятники, написано там кому, ну, в смысле, бюсты. Тут часто выставки где-то делают вот в этих стеклянных штучках, там делают всякие выставки, ставят что-нибудь. Есть подъемники, как говорят, такие, есть подъемники просто пешком. Все, объявили, что линия D уже будет работать в полном режиме, то есть исправили задержку, поезд утянули, который там задерживал все. Так что теперь она начнет сейчас ходить с полным своим, как говорят, таким самым, на полную катушку. Так, что мне пишут? Так, лучше выучиться на пекаре, сладости любят все. Да, я тоже. Пешеходов не очень-то уважают на дорогах, смотрю, без светофора. Дело в том, что пропускают и уважают, но дело в том, что, конечно, не так, что там стал на светофоре, ну, типа стал пешеход, все остановились и ждут. Нет, в разумных пределах. Успел пешеход, побежал пешеход. Успела машина, поехала машина. То есть, кто успел, тот и все. Так, что-то так шумно на улицах. Это от автобусов, да, всего подряд, конечно. И от автобусов, и от автобусов. Ну что, выходим с метро, поезда отправляются, приезжают, мы тут погуляли немножко, едем наверх, пройдемся дальше по улице, батарейки осталось уже 10%, становится на красный, так что в любой момент, ну не любой прямо, но скоро будем заканчивать народ. Сколько стоит поездка? Фиг ее знает, я даже не обратил внимания, сколько стоит поездка. Я заплатил, зарядил на 514, думаю, не знаю, вот не спрашивал сколько. Я приложил карту, что она сняла, я даже не смотрел, сколько она, блин, там стоит. Вот, видите, la линия D уже, ну, типа, работает нормально, объявляют. Выходим. Не спрашивал я, сколько стоит поездка, не интересовался. Так, есть поверху можно пойти, а можно пойти, пройти. Вот тут сверху развилка Конгресса де Тукуман. Так, мне придется, ребята, скоро выключаться, потому что уже сдох мой стабилизатор. Мне придется взять телефон в руку и будет уже тряска. Так, сейчас я переложу стабилизатор. На красном стал. Ждать надо. Будет уже не такая стабилизация. Так что будем скоро заканчивать. Я с вами буду скоро прощаться. Сейчас я вот здесь уберу стабилизатор себе. Видите, стабилизатор сдох раньше, чем телефон. Жаль, но придется его убрать. Вот мой стабилизатор, он уже как бы закончилась у него батарейка. Сейчас все уберем и будем дальше продолжать, но уже будет не такая крутая стабилизация. Пойдем заканчивать, и я пойду в кафешку новую, которая сегодня открылась. Только уберу стабилизатор, чтобы сумку, чтобы он мне вообще не мешал здесь. Ой, извиняюсь, если у меня картинка прыгает, потому что в данный момент я пытаюсь уложить одной рукой держать телефон, а другой уложить свой стабилизатор в сумку. Сижу на корточках в метро. Прикидывайте, какой я крутой. Так, теперь берем, интересно, телефон, постараемся идти аккуратно. Хотя, конечно, стабилизация уже будет не то. Что пишут?
Так, что из автоматов? Пополнения нет. 10 лет были, каковы, как стало, так я и вижу. Так, не в автоматах счастье, так и есть. Автоматы есть, просто я же объяснил, сейчас уже автоматы не пользуются спросом. Сейчас любой человек может по интернету зарядить. Так, у меня, я вижу, уже и телефон начинает садиться. Так что, ребятки, стрим заканчивается. Пам-пам.